Приветствую, друзья! На нашей пресс-конференции, посвященной 6-му сезону Махача, Гран-при 1/8 легкий вес, средний вес. Также мы сегодня увидим друзей из солнечного Казахстана. Также увидите наших звезд. Итак, первым бойцом, который торжественно будет открывать нашу пресс-конференцию, станет Ярошенко Игорь. Последний поединок провел против одного из самых харизматичных бойцов Махача, Думы Владимира по прозвищу Пижон. Закатили невероятную рубку. Давайте еще раз поприветствуем Игоря. А противостоять ему будет сегодня первый боец из солнечного Казахстана, которому, кстати, сегодня исполняется 33 года, Сармухамед Церик. Давайте его поприветствуем. Вторая пара бойцов. Должен был приехать уже известный вам боец, у которого контракт с нашей организацией, Алпыспаев Сергей, представитель города Одесса, но по семейным обстоятельствам, к сожалению, мы его сегодня не увидим. Но драться против него будет также боец из Казахстана, который перешел из ММА в бокс. Давайте его поприветствуем. Жумагалиев Султан. Итак, третья пара. Уже полюбившийся вам боец, народный любимчик, как говорит Артем Лобов, боец, который завоевал сердца Махача, бывший депутат Витя Маори. Витя должен был драться с представителем команды Казахстана, но, к сожалению, его оппонент не смог к нам прилететь, его просто не выпустили с аэропорта. Поэтому вчера было принято решение, что Витя будет драться уже с известным вам бойцом Колот Роман по прозвищу Викинг, представитель города Карастышев. Рому поприветствуем, друзья! Четвертая пара бойцов. Также боец Махача должен был приехать, к сожалению, не смог по семейным обстоятельствам. Ладо Курмашвили по прозвищу Мороз. И встретится он с Нурпеспиевым Султаном по прозвищу Сабзиро, представителем города Алматы, Казахстан. Пятая пара. Настасьенко Денис, представитель города Борисполь и команды Самсона, также, к сожалению, сегодня не сможет присутствовать в зале. Встретится с бойцом, представителем команды Казахстан, уже вам известным, любимчиком публики, Харитонов Валера по прозвищу Бамблби. Должен был приехать боец с Одессы, уже известный вам по второму сезону, Аль-Фатаби Фердаус по прозвищу Памирский гладиатор, очень яркий, харизматичный боец, представитель из самбо, также не смог приехать, но встретится он с бойцом из Казахстана Жармухаметов Айбарыс. Будущий Паша Павлов, думаю, также. Лицо не соответствует его боевым навыкам. Очень талантливый боец на самом деле. Давайте еще раз поприветствуем. Следующая наша пара. КМС по боксу и кикбоксингу. Чекалов Александр. В зале, я так понимаю, его нет. Должен встретиться с одним из дебютантов нашей организации. Эльмаир Пахливанов. Давайте поприветствуем. Представитель команды, как видите, флаг Казахстан. Итак, следующая пара бойцов. Очень техничный, харизматичный боец с невероятной техникой, который дрался и одержал победу над агрессором Артемом. Поприветствуем! Горенко Леонид! Встретиться и с представителем команды
Казахстан, который представляет город Жезказган, дебютант нашей организации Балтабеков Нурат. Итак, настало время тяжелой весовой категории. И поприветствуем первого бойца следующей пары. Категория 90+, супертяж. И встречайте, Рожко Дмитрий. Базовый боксер, КМС. К сожалению, потерпел поражение в прошлом поединке от Молчина Андрея. Но это была остановка угла. Так бы продолжал драться. Очень хороший боец. Давайте его поддержим еще раз. Его оппонентом должен быть Беньяхья Мохаммед, который также уверенно дебютировал в нашей организации. К сожалению, сегодня к нам он не сможет приехать, представитель из города Марокко. Поэтому будет Рожко Дмитрий сидеть сегодня один на нашей конференции. Итак, друзья, мы готовы начинать. Давайте побольше активности, побольше вопросов. Все, ребят, всем привет. Всех поздравляю с таким большим ивентом, который будет проходить в Большом дворце спорта киевском. Для всех это будет важное событие. Вопросы к команде Казахстана почти ко всем ребятам. Вы уже, многие из вас приехали второй раз в Киев. Как ощущения, как в этот раз настроены на бои? И расскажите те, кто в прошлый раз проиграл, как вы делали свои какие-то анализы над ошибками и какие вы сделали выводы после этих боев. Для вас это был первый опыт для боев на голых кулаках, и какие ваши ощущения? Ну, что сказать насчет дебюта. Бой был очень интересный, соперник попался очень сильный. Вообще изначально должен был быть соперник Гера, но он слетел по причине отравления. Все это знают. Не знаю, мне честно кажется, что он не был отравлен, это какие-то шутки, гонит он. Вот, хочу сказать, что я поработал над скоростью, над техникой, доработал свои ошибки в Алмате, и в этот раз я покажу действительно настоящее зрелище. Кстати, Валера правильно сказал. В прошлом поединке должен он был сразиться с Файзулиным Германом по прозвищу Гера. Гера утром подошел с тренерами и говорит: я отравился, мне плохо, снимайте с боя меня. И понятно, Валеру мы везли, Валеру мы готовили. Это было бы несправедливо по отношению к Валере. Тогда мы задали вопрос залу, кто может выйти подраться. И, как ни странно, Ярмолицкий Илья, это боец Махача, был в зале. Он приехал просто посмотреть и говорит: да давайте я подерусь. Это первый бой был в шортах, но мы деремся в джинсах. Просто у него не было что надеть. И уверенный бой закатили ребята. Валера одержал победу, поэтому я думаю, у него дебют отлично получился, и дальше он будет показывать себя еще лучше и лучше. Давайте еще вопросы, друзья. Назар Олейник. Всім привіт. До Колота Романа хочу задати вопрос. Чи будеш ти готовий зігнати вагу до бою з Вітєю Маорі, тому що часу залишилось не так багато, а як ми знаємо, Вітя зігнав вагу, готовлячись до 80 виступати? О, дякую за питання. Це взагалі була неожиданність, як то кажуть. Недавно тренувалися разом, приїжджав. Да. Ну, навіть не знаю, буду старатися, мені треба зігнати більше 7 кілограм. Трошечки, так. Плюс-мінус. Ну, по-любому буде бій. Расстроен Витя, на самом деле, Рома, что не будут драться, наверное. Давайте еще послушаем Витю. Всем привет, друзья. Ну, скажем так, я вес не гонял, это мой вес 79 килограмм, он уже устаканился, и тренировочный абсолютно не гоняю ничего. И хотелось бы дальше проводить свои поединки до 80 килограмм, потому что, как показала практика, такое ощущение, что в ледокол врезаешься, когда большая весовая. Как бы у меня есть уровень, есть база подготовки, которую я проходил, тренировался, подготавливался, но голые кулаки – это совсем другая атмосфера, совсем другие удары, совсем другая подгруппа в спорте, как
скажем так. Поэтому я вам хочу сказать, очень тяжело мне дался бой с разницей в 9 килограмм, поэтому, и, скажем так, я веса не набираю даже после взвешивания. Я как вешу 79, так 79 и дерусь, скажем так. Поэтому хотелось бы драться в своей весовой категории. Задам ще одне запитання. Бой Чапи, який буде, а яка у вас вагова категорія? Ви виглядаєте нічого собі побольше. Моя весовая категория сейчас 78 килограмм. Я до боя эти 3 килограмма сгоняю, получается, буду в весе 75 килограмм. Дякую. А давайте пригласим их наставника. Куаныш это представитель компании Париматч Казахстан, поскольку генеральный спонсор компания Париматч, и у нас хорошие дружественные связи по всему СНГ с этой компанией. Поэтому благодаря Куанышу и его руководителю SEO Париматч Middle Asia Роман Бойко мы смогли этих талантливых бойцов привести к нам в Украину. То есть Куаныш помогал на этапе отборов, на этапе съемок, и сейчас, как там, ответственный человек, привез ребят уже второй раз к нам в Киев. Поэтому, я думаю, Куаныш заслуживает аплодисментов. Давайте к команде Казахстана спросим. Вот вы знаете своих оппонентов. Кто-то бои смотрел и именно готовился, что-то менялось у вас касательно подготовки именно под оппонента? Нет, такого не было. Можно я отвечу, Андрей? Андрей, слышно, да, меня? Я просто наблюдаю за ребятами. Кто-то вообще принципиально не смотрит, чтобы там не расстраиваться или наоборот не пугаться, скажем так. Кто-то наоборот рассматривает и подстраивается под там, дальник, не дальник, или ММА, или бокс. В принципе, я говорю, основная масса не смотрит вообще, ну, чтобы до боя. Ну, в любом случае, все заряжены, все готовы. Казахстанская школа подготовки, когда дерутся, не зная оппонента. Спасибо, Куаныш. Как раз вот команде Казахстана на этой почве вопрос. В прошлый раз на боях как раз, возможно, из-за такой недооценки или недоподготовки получилось так, что много было споров о том, кто выиграл, кто проиграл. И был вынесен главный урок, что надо как бы побеждать в основное время нокаутом, чтобы потом не возникало вопросов, не возникало споров. Киевы вынесли из этого ошибки. И, в принципе, у вас есть время еще для того, чтобы там изучить своих противников. Готовы ли вы на них учиться, или мы будем опять готовиться к тому, что будут какие-то качели, мы будем на весах выбирать, кто победил в ваших боях? Я могу просто немножко добавить. В прошлый раз ребята, которые 8 человек проезжали, немножко они не совсем были подготовлены, скажем так. Ну, я присутствовал от начала до конца, и многие, вот то, что мы в Киеве были неделю, они в основную подготовку здесь проходили. Возможно, кто-то перегорел, согласен, но в этот раз времени побольше было. Я так понимаю, с июня уже, да, кто-то знал, что поедет. Поэтому основные бойцы все готовы. Я думаю, в этот раз не будет таких. Хочется услышать про настрой от самих бойцов. Ну, скажите там по пару слов хотя бы каждый. Ну, как ваши ощущения, какой настрой у вас? Настрой огонь лучше, чем в прошлый раз. Приехали увереннее, ребят зарядили. Так что я думаю, все будет круто. Мы настроены нокаутировать. Ну, в этот раз все будет по-другому. Настрой только нокаут. Хотів запитати у команди Казахстана, скільки у вас базових боксерів є, так як ми бачимо, що не завжди слабка база ММА підходить під стиль кулачного бою, більше боксери все-таки тащать бої. Получается, базовый боксер я, базовый боксер Султан, и пару бойцов еще базовые боксеры. Остальные все это уже ММА. Ну, у меня база ММА. Как ни странно, кстати, когда мы приехали на кастинг, я тоже думал, что будет больше боксеров. Но 80% ребят были с базой ММА, как ни странно. Да, в основном все ММА, но вот у нас есть представитель тайского бокса и 3-4 человека у нас боксеры. Я тоже боксер. Ну, 5 получается из 13. Получается, бои будут позрелищнее, да, ребят? Антон Радько, Берсерк. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на українській землі. Дуже круто, що ви приїхали. Порубитись з нашими парнями, ну і зі мною непосередньо, хтось з кимось. Ну, це буде дуже круто. Але хотів би задати запитання
Ледяной, да? Ну, бо фамілію не запам'ятав, все не із-за тренування, а із-за пропущення. Ну, ви поняли, коротше. Вот. І хотів би в тебе запитати, який в тебе досвід тренувань, виступів, тому що реально агресор, ну, хороший, жорсткий пацан, а просто по бою було трошки видно, що в тебе клас самого боксу трохи, ну, вищий. Типу. Ну, як на мене, здалось, на рахунок техніки. Тобто, будь ласка. Всех приветствую. Ну, значит, занимаюсь я около уже, наверное, лет 19 разными видами спорта. Поэтому боксом там лет, наверное, 12 занимался, потом перешел в рукопашный бой, дрался. Я переехал просто как бы от Винницы 30 километров в другой город, и там был только рукопашный бой или ММА. Выступал немножко по ММА и выступал по универсальному бою. Ну, база у меня, естественно, бокс и хорошая база бокса. Это как бы, да, я... Дякую. Да, спасибо большое за вопрос. Друзья, давайте к казахстанской команде вернемся. Насколько я видел, вас поддерживает много, скажем, жителей Казахстана, пабликов казахстанских по ММА и по боксу. Как вы ощущаете эту поддержку и насколько она вам важна? Можете все ответить. Поддержка, конечно, чувствуется всегда. Казахстан такая страна, где мы все друг друга ценим. Поэтому поддержка их очень важна. Ваша лига, получается, становится более известной. И за ней смотрят, за ней наблюдают, интересуются. Я думаю, будет дальше еще интереснее. Сделаем красивые бои и будем еще привлекать бойцов таких хороших. Ребят, еще раз привет. Хотел спросить вообще, в принципе, у казахских бойцов, как популярны в Казахстане сейчас кулачные бои? И, может, что-то слышно вообще про Махач? Как там идут? Как вообще, Андрей, как просмотры с Казахстана идут? На самом деле доля Казахстана увеличивается, при том, что еще мы поединки ребят не выкладывали на YouTube. После Украины и России по просмотрам идет как раз Казахстан. Поэтому мы туда и полетели. Я думаю, что это будет увеличиваться и улучшаться. У нас получается кулачные бои. Начал у нас один боец с Казахстана в топ-доке. И он прославил, получается, он там неплохо дрался. И после этого начали наши соотечественники смотреть за кулачными боями. И сейчас Махач — это серьезная организация, поэтому смотрят ее, наблюдают за ними. Я лично смотрю за боями. Откуда вы вообще узнали про Махач? Я не помню. Инстаграм, наверное. В Ютубе? Где-то, или в Ютубе, может быть, да. Короче, так, рекламу увидели, не бои да. именно, да? Да. Я понял. Как, в принципе, настрой у вас у всех такое большое событие? Настрой только биться. Биться до конца, до вот потери. Именно вы. Как думаете, справитесь с таким ажиотажем? Дворец спорта все-таки. Сколько будет зрителей? Примерно 2500. 2500 Я зрителей. покажу шоу. Витя, еще вопрос вот к тебе. Да. У тебя было 2 боя, правильно? Да. 2 боя, но 2 поражения. Да. Как ты думаешь, почему тебе Махач дают бои? И почему, вот, в принципе, не просто так, знаешь, где-то там, а вот пресс-конференция, все серьезно, знаешь, тебя на уровень такой, скажем так, держат тебя на уровне. Почему, как думаешь? Ну, скажем так, в первую очередь за это огромное спасибо. В первую очередь. Но мне кажется, я вроде бы показываю неплохую технику, это раз. Во-вторых, я интересный персонаж со своим пузом. И как бывший депутат, да? Вот. Ну и мне кажется, просто показываю хорошие поединки и как-то располагаю к людям. Пару слов и как бы и про лигу. Вы растете вместе с ней. Это благодарность как бы и организации, и вам то, что вы остаетесь там, несмотря на какие-то физические увечья, травмы, несмотря на проигрыши, и услышать от вас как бы и пожелания для других бойцов, и мотивацию собственную, которая драйвит вас вот оставаться в этой теме. Я скажу так, для меня это никакого давления не создает, это наоборот отличная возможность и шанс заявить о себе, показать себя, какую я работу проделал за это время. И то, что там будет много людей, будет только он и я, и остальные люди вообще не имеют значения. Мы просто выйдем и будем драться. Вот и все. Хочу тоже
поддержать парней, слова их, то, что давления, в принципе, никого нету. Я не знаю, как-то я и на прошлый бы выходил, особо мандража не было, не знаю почему. Может быть, опыт выступлений. Но хотел бы даже сказать парням, которые еще хотят выступать как бы вот в Махаче или там в параллельных лигах, парни, это по факту уже вид спорта. Если много просто ребят, я знаю лично, которые думают, что вот я сейчас приду туда, вот выйду, подерусь, и все будет хорошо, парни. Тут выходят подготовленные бойцы, и надо готовиться к любому бою очень интенсивно, потому что голые кулаки. И многих ребят я тоже как бы стопорил, останавливал, потому что там думали, что не приходят. Знаете, как в баре вот эта пьяная драка, они молодцы. Поэтому это вид спорта, я считаю, это трансформируется в это, потому что если даже посмотреть первый сезон Махача, это было интересно. Сейчас уже мы увидим, что выходят парни очень серьезные, очень красивые бои показывают уже. То есть даже тренировки уже немножко переходят в разряд не чисто бокс, а уже более именно кулачные бои, потому что отличия все-таки есть. Я со своей колокольни скажу, что вышел драться, тоже был, как бы расчет, естественно, дистанции. Я понимал все моменты, дистанции не пропускать, самое основное. Но немножко это не бокс, тут надо готовиться по-своему. Поэтому, могу сказать, что, парни, надо следовать за своей мечтой всегда. И масла в зале надо пахать очень сильно. Только так побеждают пацаны. Спасибо. Почему вы уверовали в достаточно еще молодую, но перспективную организацию, а не поехали там сразу на готовые большие проекты, проявлять себя и заявлять себя там? Во-первых, Махач нам предоставил все условия. Перелет, гостиница. Очень большое спасибо за это. И у Махача все впереди. Я думаю, мы всех обгоним. То есть Махач обгонит всех в СНГ. Я так считаю. Андрей. Да, всем привет. И хочу вопрос задать команде из Казахстана. Насколько вы подготовлены вообще не только физически, но и морально, так как будете биться с парнями с Украины, которые уже выступали на Махаче, имеют опыт, а с вашей командой только один боец, который выступал. И вообще, выступали вы где-либо на кулачных боях, не только как по боксу, потому что бокс и кулачный бой — это совсем разное, то есть и подготовка совсем другая. Но у нас в Казахстане выживание на улице, это в школе, это бой на кулаках на улице, сзади школы. То есть вы все время бьетесь? Да, мы постоянно бьемся, у нас там в классе какой кто-то и первый или второй, за это мы постоянно дрались, поэтому у нас уже с детства вот это заложено. И мы будем биться. То есть вы кровавый народ? Да, мы кровавый народ. Наши батыры завоевывали такие земли, бились до конца. И вот это осталось от них. Круто. Спасибо за ответ. А у меня тогда вопрос сразу еще к представителю казахстанской команды. Раз заговорили за прошлые бои, за прошлый ивент, там был парняга. Ему так нормально прилетело, у него вторая голова выросла. Хотелось бы узнать, как его самочувствие, как он там вообще чухается. Да, Коля отлично себя чувствует. Он, кстати, единственный, кто приехал нас провожать. До 4 утра сидел, пока в самолет нас не посадил. Все отлично, все нормально, выздоровел, хочет еще драться. Коля семейный человек, я так понял, он вообще пришел посмотреть, за Инстаграмом следил, пришел посмотреть и не сам понял, как очутился в Махаче. И пришлось ему готовиться, подрался, вроде всем понравилось, отличный парень, говорю, в следующий раз желает подраться еще. Самая большая гематома на Махаче. Коля Белов, привет тебе большой. Саша, вопрос. Да, вопрос. Мы все обделяем вниманием нашего тяжеловеса. Единственное, сегодня в этом блоке на сцене Дима Рожков. Давайте поприветствуем его. Он так скромно сидит все это время. Дима, твоим соперником на ивенте 24 числа будет Бен-Яхья Мохаммед. Это достаточно титулованный боец, который очень нас всех удивил и своей техникой, и он очень уверенно прошел 1/8 гран-при тяжеловесов, победил Сашу Калашникова, который своим видом точно пугает всех, однако он не смог почему-то показать чего-то в бою, да. Но твой первый бой с Молчаном Андреем, он был
одним из самых интересных боев тяжеловесов за последнее время, которые мы видели. Он был очень конкурентным, очень плотным, и было видно, что ты не хотел его заканчивать, несмотря на то, что какие-то были у тебя проблемы. Как ты сейчас готовишься, какие у тебя планы? И, я думаю, что Мохаммед, наверное, немножко даже выше уровнем, чем Андрей. В общем, как ты будешь готовиться к следующему бою, и готов ли ты показать себя иначе, идти прям до самого-самого конца? Да, в первую очередь я не калаш, а карабин. Не-не-не, это соперник. Я знаю, я покажу себя немножко иначе. Прошедший бой мой был... немножко подготовка была другая, так как у меня родился ребенок, и мне пришлось уделять немножко время ему. Сейчас у меня есть время, я располагаю им, у меня очень жесткие тренировки. Вы видели этот бой, немножко было пузо, мы все это исправляем. Я лез очень сильно в рубку, и бой пошел на исход, так как... я поменял стойку, и он в это время сразу же попал. Вот. Я этим хотел показать то, что я умею в двух стойках боксировать. Это действительно так по боксу, но это не бокс, это махач. И здесь нужно определяться. И мы определились, мы немножко исправим. То, что Мухаммед уровнем повыше, теперь я подключусь немножко иначе, другую технику. И в махаче можно свою фишку придумать какую-то. А то, что он выше ростом и руки намного длиннее. Да, руки длиннее, но у меня руки немножко короче, придется подныривать. Будет хороший бой, думаю. Да, еще хочу задать несколько вопросов ребятам, которые молчат. И первый из них — это Айбарыс, который вообще еще сегодня не сказал ни одного слова на этой сцене. Смотри, такой вопрос. Твоим соперником будет Памирский гладиатор. Это парень, который в своем первом бою очень себя показал, наверное, неоднозначно, и при этом показал, что у него нет никаких проблем с физической подготовкой, потому что он закончил свой бой нокаутом в экстра-раунде. От него такого точно никто не ждал, но так произошло. Насколько ты готов физически к этому выступлению? Потому что соперник у тебя готов драться, я думаю, и 4, и 5, и 6 раундов. То есть насколько ты готов? Памирский писал, предлагал, можно такой бой, чтобы кусаться можно было, и вообще без правил. Я готовился на один раунд только, рассчитываю нокаутировать и все. А если нет? Если нет, то посмотрим, поживем, увидим. Хорошо. Второй вопрос будет Элемиру. Твоим соперником будет наш дебютант, это Чекалов Саша, который не так давно к нам пришел, однако уже на своем первом же кастинге очень сильно всех удивил. И Слава Сенченко, который держал ему лапу, сказал: этот парень, видно, что точно занимается боксом. Очень серьезный парень, очень серьезный соперник, и я думаю, что будет... очень серьезная позиция вообще всей весовой и до 60 килограмм. Насколько ты готов драться с таким парнем и какие у тебя планы на свою весовую до 60 килограмм? Тут, кстати, в зале сидит Паша Павлов, один из явных фаворитов в этой весовой. Что ты скажешь? Я могу сказать, хоть перед мной будет дьявол, я никогда в жизни шаг назад не буду делать. Хоть там 3 раунда по 2 минуты, а я могу там 12 раундов по 2 минуты. В общем, ты готов полностью? Конечно, всегда. Любое время. Хоть сейчас. Сейчас не надо, давайте. Хорошо, спасибо, давайте похлопаем. И еще вопрос Султану, который очень много молчит сегодня тоже. Такой вопрос. Твоим соперником будет Алпуспаев Сергей. Человек, который еще не падал. Человек, который проиграл свой бой в очень равной борьбе против Леши Широкова и вылетел с Гран-при. Но Сергей злее возвращается. И он будет примерно в такой форме, как в первом бою, когда он закончил там за 30 секунд без шансов нокаутов. Как ты готовишься к такому сильному сопернику, который, он не готов сдаваться вообще? Чем ты будешь его удивлять? Этот кулак попадет, он упадет. Будете поражение, будет первое. По поводу нашей подготовки я еще хотел добавить. Витя сказал, что он переехал со своего города в Киев, чтобы подготовиться. Я скажу, что помимо Вити еще больше половина пацанов сделала точно так же. Мы все готовимся, пацаны, мы очень заряжены. Вам большое уважение, что вы приехали с нами подраться, но на эти 6 минут вы будете для нас врагами номер 1. А так вам уважение и респект. Вопрос к Нурата.
Ты опять-таки молчишь, твой соперник очень сегодня активный, он с нами общается, это Леня Горенко. Леня, кстати, один из самых, наверное, интересных и многообещающих дебютантов нашей организации, который очень серьезно ворвался в 4-й сезон. И, кстати, их бой с Артемом Агрессором был, наверное, признан как минимум лучшим боем дебютантов за последнее время, это факт. Я тебе скажу, что Лене есть чем удивлять в ринге, и он это показывает. Как ты настраиваешься на такого серьезного соперника? Спасибо за вопрос, всех приветствую. Про оппонента я вообще толком ничего не знал, только сейчас узнал перед конференцией, когда нас позвали. Видно, что парень крепкий, очень, что больше меня, что... У меня сейчас свой собственный вес 65 килограммов, на 60-65. Видно, крепкий очень. Про соперника толком ничего не знаю. Я прибыл с города Жезказган, сам работаю на заводе токарем. У меня в корпорации у нас в городе. После работы иду тренироваться, тренируюсь. Попал на кастинг, приехал, меня отобрали, позвали сюда, встретили. Я думаю, нужно делать действия, тренироваться, а результаты же зависят не от нас, наверное. Что предписано, то и будет. Нужно просто делать, стараться. И посмотрим, как все будет. Чисто по кайфу, да, будет бой? Хорошо. И вопрос к Роме еще Колоту, который тоже сегодня не так активен. Ты проиграл в своем прошлом бою Вадиму Теплюку, баскетболисту. Успел ли ты восстановиться? Прошло не так много времени, 3 недели. И, там был действительно равный бой, который прошел все 3 раунда. И я думаю, ты потратил много сил, понес какого-то ущерба, может быть, невидимого, но все же. То есть было очень много пропущенных ударов, как и у Вадима, так и у тебя. Восстановился ли ты к своему новому сражению? Як, не тільки віддихнув, більш-менш так на лайті. Таких особих травм не було, просто усічки, це неприємно. Понятно, треба було, щоб зажило все, бо навіть ті самі спарринги, а смисл тренування без спаррингу. Було проблематично вставати. А так все добре. Все зажило, все нормально. А зараз сижу, гружуся, вже думаю, так, жрать нельзя, пить нельзя, пивко нет, шаурма нет, что делать? Ведь, может, ты покушаешь просто? А? Может, ты покушаешь просто? Я так кушаю, у меня с весом вообще, он чуть-чуть встал у меня. Плюс-минус, будет, это как-то... Так сказать, хорошие отношения с Витей не помешают вам закатить хороший бой? Мы знаем, куда мы идем, и є жизнь тут і є жизнь там, всередині цього октагона, мішкогона, приклеїв піжон колись. Спасибо. Давайте поаплодируем Роме. И вопрос к Игорю. Я сегодня еще к нему не обращался. Чапа. Твой последний крайний бой, да, в нашем промоушене ознаменовался, не только в твоем выступлении, но и в выступлении Вовы ознаменовался как бой супер, так сказать, физмашин, которые в 4-м раунде уже просто не могли драться и показывали что-то очень необычное. Насколько сейчас твоя физподготовка выросла, насколько ты готов к бою в 3 раунда, а может и 4 раунда, если будет экстра раунд? Готов ли ты показать, что за вот этот промежуток времени ты вырос, потому что мы, например, видим, как ты тренируешься, и насколько это сказывается в подготовке? Да, во-первых, спасибо за вопрос. Во-вторых, да, конечно, я готов 3-4 раунда, можем даже, если не решим 4 раунда, можем даже драться 5, поэтому я готов на всю дистанцию. Дыхалка, физуха, выносливость, я считаю, что я потяну на достаточный уровень, чтобы выйти и 3 раунда биться, и биться качественно, а не просто бегать по мешкогону. Спасибо. Спасибо.
Так, я хочу сегодня сказать, мы уже обратились сегодня почти ко всем, кроме тех, кто нас смотрит сегодня на экранах. Ребята, девчата, не забывайте подписываться на канал Махач, ставить лайки, не забывайте бомбить в комментариях, поддерживать своих бойцов, наших гостей Казахстана. Вот, включать колокольчики, чтобы не пропускать все выпуски. Ну и подписываться на всех бойцов, я думаю, им будет приятно, и будет организация еще больше расти и приглашать еще больше крутых бойцов. Из тех бойцов, кто есть, давайте снимем стердаун. Яршенко Игорь, Сармухамед Серик. Остановитесь, пожалуйста. Здоровые они какие-то для своего веса. Есть, спасибо. Витя, Рома. Я даже не могу серьезным быть. Огонь, молодцы. Леня и Нурат. Итак, друзья, мы продолжаем. Второй блок нашей пресс-конференции, посвященной 6-му сезону Махача. Второй блок касается рейтинговых поединков. Там также будут бойцы из Казахстана. Поприветствуем первого бойца, который выйдет на нашу сцену. Вы его уже отлично знаете, он провел 2 поединка в Махаче. И поприветствуем Нечепуренко Артем. По прозвищу Агрессор, который кепку мою забрал на прошлом поединке за победу. И его оппонент, представитель команды Казахстан, город Алматы, базовый тайский боксер. И встречаем Абдуллаев Мохаммеджан. Следующая пара бойцов, также известный вам духовитый воин нашей организации с базой уличных драк Борисенко Спартак. Его оппонент, один из самых жестких бойцов организации Махач. И поприветствуем Савенко Анатолий по прозвищу ТТ. Продолжаем, друзья. Следующая пара тяжеловесов, к сожалению, первый боец нам не смог сегодня приехать. Шейко Максим по прозвищу Дзуб. Будет драться он против Оголя Андрея по прозвищу Блэк. Итак, продолжаем. Один из самых популярных, известных и медийных бойцов организации Махач. Базовый боец ММА Антон Радько по прозвищу Берсерк. Его оппонент, представитель команды Казахстан, базовый боец ММА Аскарулы Нуркадыр. Следующая пара бойцов. Семенов Кирилл, к сожалению, также сегодня не сможет с нами присутствовать. Поэтому встречаем его оппонента, представитель команды Казахстан, город Актюбинск, Аббасов Рафаиль. Мастер спорта по боксу. 7-я пара. Один из самых ярких представителей весовой категории 65 килограмм, профессиональный боксер, звезда уже Махача, Кеуш Коля. Коля будет драться против представителя команды Казахстан, КМС по кикбоксингу, город Караганда,
Касымбаев Саят. Давайте его встретим, друзья. Николаев Андрей по прозвищу Рудик сегодня не сможет с нами присутствовать. Сразится он также с представителем Казахстана. КМС по тайскому боксу. Один из самых техничных бойцов команды Казахстан. И поприветствуем Исабеков Данияр по прозвищу Даник. Итак, украшение нашей организации, жемчужина нашей организации, непобежденный боец весовой категории до 60 килограмм. И встречаем Паша Павлов! Будет драться в рейтинговом поединке претендентский бой для Паши за пояс. Шейкен Абылай по прозвищу Доминатор. Базовый боксер из Казахстана. Ну и самая яркая пара. Соглавный поединок Махача. Я думаю, вы уже догадались, кто это. И давайте встретим первого бойца. Пятикратный чемпион мира по кикбоксингу. Двукратный чемпион мира по тайскому боксу. И поприветствуем Выганский Валерий! И его оппонент, чемпион хардкора, первый чемпион хардкора в первом тяжелом весе, невероятно стойкий и духовитый боец. И давайте встретим Абубакар Сулейманов! Хотел бы задать вопрос сопернику Абубакару, нашему брату. Ты готов? Потому что наш брат очень упорно готовился к этому бою. По-другому быть не может. Это будет настоящий Махач, как я уже сказал. Ну, если ты уже так говоришь, мы тогда ждем с нетерпением, потому что мы готовимся вместе. От души. Мы именно ждем 24/7 этот Я бой. думаю, все ждут, и я жду с нетерпением. Ладошки потеют. Ну, это, если потеть, значит нервничаешь. Это хорошо. Только пидору не страшно, я бы так сказал. Извини за мат. Не, ну смотри, давай без матов будем в первую очередь. Вторую очередь, каждого человека может быть, знаешь, переживание перед каждым боем, потому что я сам спортсмен, я боксер профессиональный, и у каждого бывает, это нормальное явление. Поэтому олимпийский призер, кстати, Рамиль Гаджиев, давайте его поприветствуем. Профессиональный боксер. Бакар, что скажешь, брат? Готов на все 100, будем биться до конца. 100%. Все, спасибо всем. Спасибо. Всем привет, Витя Маори. Я хочу вопрос задать Абубакару. Скажи, пожалуйста, как твой простой, у тебя же был простой по голым кулакам, как он повлиял как-то? Опять у тебя есть такое настрой опять вернуться и опять эти кулаки? Или тебе без разницы вообще, как драться? Ну, простой был у меня полгода, да, вот, и к этому бою, как есть буду говорить, вот месяц, ровно месяц подготовился, и, ну, хорошо, быстро, так сказать, вошел в форму, вот, а в психологическом плане, то есть я даже без тренировок бывало, что приходил на спарринги, с профессиональными боксерами спарринговался, такими известными личностями. Так что в ментальном плане проблем никаких нет. А так, физически, я думаю, тоже... По подготовке я видел каждый день в зале. Потому что твой оппонент, он провел недавно хороший, крутой бой на бинтах, правда, но по правилам Муай-тай. Бой, конечно, был очень крутой, и у него был очень крутой оппонент. То есть я этого парня увидел в деле, но и тебя, конечно, я видел в деле, ты вообще просто... Зверь, да, правда. Но у него есть база клинча, очень хорошая, тайская. Поэтому я думаю, он ее будет использовать. И бьет он со всех углов, как бы очень неудобно. Поэтому я думаю, что это у тебя первый такой будет противник неудобный. Потому что на хардкоре там, ну, все в основном шла база боксов больше всего. То есть, как я наблюдал. Да, я понимаю, что как бы противник у меня сильный, тот бой я тоже смотрел его.
Но у меня чуть другая тактика. Я ему не позволю клинчеваться со мной. То есть ему даже не захочется. И мне придется бегать за ним по мешкогону. Поэтому главное, чтобы я мог его догнать. Самое главное, без травм, ребят. И красочный бой. И еще хочу поблагодарить Валеру за то, что он сам изъявил желание, дал мне этот бой. Он достойный парень, мы с ним, он сам мне написал, пообщались. Давайте аплодисментами поддержим этих ребят. Всех рад приветствовать на этом величайшем, сильнейшем проекте Украины и всего мира, не побоюсь этого слова. И благодарность всем, кто причастен к организации, особенно Андрею. Спасибо. Величайшая благодарность и от души. У меня вопрос к оппоненту моего близкого ТТ. Что именно тебя смотивировало подать заявку на самый жесткий вид единоборств? Меня смотивировало то, что тут происходит у меня на улице, было такого достаточно. Ну, то есть это моя тема, я могу так сказать. Если я сейчас не до конца раскрылся, то все впереди. То главное, чтобы мне дали шанс. А мне его вроде как дают. Ну вот я покажу, на что я способен. Я думаю, оно приближено к улице, правильно, как многие говорят. А вот у меня на улице было предостаточно боев, ну как бы вне рамок каких-либо. То есть ты хочешь утвердить свои наработанные навыки на улице, да, проверить на деле? Не утвердить, а чтобы это было более как-то, скажем так, профессионально, в каких-либо рамках шло. А не так, что на улице. На улице нынче драться как бы, ну, То дорого. есть деньги, а здесь по слава кайфу. второстепенная для тебя? Не понял еще раз. Деньги, слава. Второстепенно. Да, хорошо. Спасибо. Тут у нас с первого блока пресс-конференции была, вот там, где казахские друзья наши сидят, никто, в принципе, не смотрел бои своих оппонентов. И я вот хочу спросить у вас, Абубакар, вы смотрели бои Валеры? Да, пару боев смотрел. Ну, там больше такая вязка, ноги, борьба. Поэтому, ну, ничего страшного я не увидел. Поэтому для меня это бокс, кулачка, если честно, это самое легкое для меня. То есть вы не видите угрозы в Валере? Нет, вообще. Ну, как вообще? Конечно, в мешкогоне может случиться все, что угодно. Даже один удар, все можно. Ну, а так, в плане переживаний, вот я в любительском боксе больше переживал перед боями, чем в кулачках. То есть даже вот в кулачках я даже секунду не представляю вот, ну, во время боя, да, так скажем. То есть как я буду драться, вот бой себе не представляю вообще. Моя задача тренироваться, то есть я уверен в себе. Спасибо. Валера, скажи, пожалуйста, в твою очередь, ты смотрел бои Абубакара? Да, много один боев посмотрел? крайний бой за пояс. Что думаешь про соперника? Ну, что И я по могу поводу сказать? его Первое- слов, то, что не видит в тебе угрозы. Нет, так это хорошо, наоборот. Что-то подрасслабиться, возможно. Не, расслабляться я не буду. Потому что я буду напрягать чуть-чуть. Да, я смотрел бой, но я ничего особенного не увидел. Я понимаю, что там духа как бы не отнять, и задней там не будет. Но также, как я уже говорил, мы не ищем легких путей, мы их прокладываем. И задней у нас тоже нет передачи. Поэтому это будет хороший бой. Я не могу сказать, что я там что-то готовлю определенное, типа, или я готовлюсь 10 дней, наверное, и то, наверное, 10 дней еще не прошло, потому что я недавно договорился на этот бой. Но мы делаем то, что должны делать. Знаете, тактику можно выстраивать, можно как-то готовиться, думать об этом, ну, все до первого пропущенного или нанесенного удара. Потом тактика остается где-то уже позади, и начинается рубка. Поэтому я надеюсь, Валера мы настроен покажем. на досрочную победу? И, Абубакар, нет. такой же вопрос к вам. Нет, я настроен на все 3 раунда. Ну, а по ходу боя все видно будет. Ну, моя задача давить, постоянно работать. То есть ни шагу, Валера? ни назад. Досрочная победа? Планируешь? Нет, я не настраиваюсь на досрочную победу, потому что я очень упорно готовлюсь, работаю над функционалом, так как опять скажу, что я недавно принял этот бой. Поэтому я собираюсь провести все раунды, ну а там, да, бой покажет, как оно будет. Коля, у меня к тебе вопрос. Ты карьеру хочешь поставить здесь на кулачки или все-таки продолжать в проф?
Не, ну я смотрю и по кулачным боям свою карьеру, как бы, но я уже говорил, дело возраста, как бы, мне 21, и я считаю, что это как бы слишком рано, но тут такая возможность, вот, в палате спорта подраться, 2500 человек будет, мне как сказали. Ну, я вообще приехал в Freedom на последние бои, вот, и Артем Ловов говорит, типа, а ты не дерешься, почему? Ну, мы поговорили, я взвесил и думаю правду, почему бы не подраться. Хорошая возможность. Здесь уже другая публика, другой уровень, как бы и организация выходит на другой уровень, и как бы и я хочу вместе с ней подняться, вот. А по боксу я тоже, ну, я планирую, просто хороших предложений нету. Я ездил боксировать по любителям, там в Каунасе был престижный турнир международный, проиграл шотландцу, там хороший парень, первый номер, подрался, посмотрел, ну, как бы не моя, чуть весовая была, но как бы планы есть, вот. Я думаю, еще можно проявить себя. Вот. Хорошо, тогда Паша, Павлов, тезка. Да. Ты в проф, в бои или кулачка? Что тебе больше нравится? Я уже ты определился? Да, это кулачка. Я с боксом завязал, как бы, ну, это для меня было решение, потому что я не вижу в нем смысла, как минимум в Украине, а дальше я никаких предложений не принимал. И решил с Махачем вместе расти с первого сезона, и довольно хорошо у меня это получается. Спасибо, получается очень хорошо. Ну да. Спасибо. Всех приветствую, рад здесь видеть много знакомых лиц и еще незнакомых. Хотел поинтересоваться у доминатора, у нашего казахского товарища. Скажи, ты смотрел бои своего соперника, оппонента? Да, смотрел все 3 боя. Мне вот интересно, как ты готовился, ведь Пашка в нашем сверхлегком весе является просто локомотивом. Как ты готовился? Можешь рассказать, что ты готовился делал? У себя на родине в Караганде, в зале бокса. Месяц подготовки. И здесь 2 недели готовиться. Буду готовиться. Да, что входило? Я понимаю, что ты готовился как-то. Что входило? Что ты в свой арсенал добавлял, укреплял для этого боя? Ведь тебе нужно будет выложиться на полную. Я желаю вам обоим здоровья. Да, готовился обычно, как к любому сопернику. И не готовился специально под него. Почему? Вот. Ведь правильно было бы как раз готовиться по его боям, к нему, настраиваться. Ну, он боксирует, как и я. Хорошо. Вот. Жду вашего боя, ребята. Еще раз вам здоровья. Пашка, давай, за тебя. Спасибо. Хотів задати запитання до противника Антона Радька. Ми бачили твій бій в прошлому сезоні, і він закінчився, так сказати, для нас незрозуміло. Як ти зараз готувався до цього бою, так як боєць вже з опитом? Що будешь робити з ним, коли зійдете з мішкогоні? Всем ассаламу алейкум, всем привет. Вот на этот бой готовились очень хорошо. Готовил меня этот Тохтиев Арсен, по прозвищу Джаман, который вот с Павлом должен был драться. Вот в последний момент что-то заболел. Там, ему желаю скорейшего выздоровления, иншаллах. Этот соперник тоже только сейчас мы узнали все с Казахстана, кто пришел. Только сейчас узнали соперников. Готовился очень хорошо, пахал. В этот раз до конца будем, иншаллах, биться. Либо будет Махач, либо до конца, в общем. Без шансов там не будем назад. У меня вопрос к нашим казахским друзьям. Ребят, вот вы теперь знаете, что вы будете драться против топовых бойцов Махача наших, да? И 100% будет очень сильная поддержка в зале бойцов нашего Махача. Как вы скажите, как вы к этому отнесетесь? Не поломает ли это ваш настрой? Все бойцы. Нет, и не должно поломать наш настрой в том плане, что бойцы достаточно уже опытные и выступали на больших аренах при большом количестве зрителей. Так что, я думаю, нас это не удивит, потому что пацаны все до конца, все заряжены. Вот. Наоборот, адреналин, кайф.
Приветствую всех. Влад Кошель, кто еще не знает. Ну ничего, скоро узнаете. Я хотел Андрею задать вопрос, но уже меня опередили по поводу организации боя Абубакар и Валера. Ну теперь уже как бы все понятно. Я просто не могу понять, ты говоришь топовые бойцы, но ты же знал, что я к тебе приходил. Почему ты мне не позвонил? Почему мне тебе звонить, если я тебе предлагал бой, ты отказался? Я тебе второй раз предложил бой, ты отказался. Правило золотое Махача у нас не торгуются. И сидит там товарищ, где он, за тобой, сбоку, слева. Вот, ты не переходи на личности тоже. Когда ты сторис выкладываешь и пишешь, чтобы я спустился с небес. Я вот здесь, ты хочешь, мы можем сейчас подраться с тобой, с твоими друзьями, со всеми. Ты телефон можешь убрать, что ты как девочка сидишь с телефоном. Причем тут это? Ладно, вернемся к Владу. Да, я уважительно отношусь ко всем и как бы не буду здесь... Влад, смотри, тебе предложили бой. С твоим тренером мы общались по телефону. Саша, ты где? Вон свидетель есть. Ты ставишь себя уровня бойцов там Абубакара и Валеры. Возможно, так и есть. Но надо показывать какие-то бои. То есть тебе предложили бой там против МСМК по кику. Человек за границей готов приехать. Ты не согласился, потому что тебя не устраивает гонорар. Если ты мужчина, ты можешь согласиться даже за 0 подраться. Тем более тебе гонорар предложили выше входящего, так сказать. И сейчас ты претендуешь на бой, ты пишешь у себя в сторис: я готов сразиться с победителем. Так для этого надо показать хотя бы несколько боев. Давай сейчас каждый будет слабым вринчиком драться. Не, ну ты же сказал, меня там переедут половина среднего веса. Да. Ну где эти люди? Где эти люди? Ты отказался от боя? Ну я готов, вот я здесь. Что ты готов? Ну, тебе готов предлагали неделю назад. Ты отказался. Мне что лично ты готов? никто не не будет сейчас предлагал. карт под тебя Мне подстраиваться. лично никто не предлагал. Саша, где ты? Был разговор? Никита или как там зовут? Никита, парня, у него Никита. Аватарка. Да, со Никита, шлемом. Никита. Был разговор? Да, конечно, был разговор, общались с менеджером лично, и как бы он сказал, что в других промоушенах готовы платить гораздо больше, и, ну, как бы суть же была не в том, что в каких промоушенах сколько готовы были платить, а суть была в том, что, ну, как бы было изъявленное желание подраться у нас. А насчет ребят, которые в весовой 80-85, вашей весовой, они будут очень скоро, это у нас 4-й блок, и там, я думаю, вам будет с кем уже пообщаться и найти себе соперника. Отлично, я готов. Я же сказал, я готов оспорить с любым Почему средневесом ты то, что он отказываешься сильнее. от боя с своим тренером, а сейчас ты приходишь и говоришь готов? Это не очень красиво, Влад. Ну, я лично- тебе вот как человек говорю просто, а не как там организация. Ну, слушай, давай начнем еще с того, что, ну, как бы, если мне предлагают за пару дней бой, там, или даже за 10 дней, я никогда не соглашусь. Я выхожу только если я готов на 100%. Смотри, ты Это поднял раз. как бы волну какого-то, вот я готов сразиться с победителем. Хорошо, организация идет тебе навстречу, мы готовы дать тебе бой, который ты потом, если докажешь свою там возможность и свои как бы титулы подтвердишь, возможно, потом ты там подерешься там за чемпионский титул, пояс и так дальше. Никто не сомневается у тебя как в хорошем бойце. Но если ты отказываешься 2 раза и кидать предъяву, и еще там подстрекать каких-то людей, у нас так не работает. У нас все по-честному, вон можешь у ребят с Махача спросить, вон сидят с поломанными руками, все ж хорошие. Ну, вот точно так же я пришел, чтобы точки над «и» поставить, потому что мне 2-й раз не предлагали. Мне предложили 1 раз, и то, это уже, можно сказать, 3-й раз. Я же к тебе сам приходил изначально. Ну, наверное, Эмиль, какие-то недоговорки у нас были. Ну, вот я здесь и... Вот сидит свидетель, мы говорили. И, кстати, давай вы не будете сейчас обманывать, потому что с контекста того разговора, что про весовую я тогда говорил с твоим тренером, что у нас хорошие бойцы в твоей весовой, ты же в своем посте упомянул, и почему же он тебе не сказал касательно боя? Значит, опять кто-то не договаривает. А это не очень хорошо, обманывать нечестно. Я перед тобой чист, Хорошо. я почему и пришел. Ребят, Хорошо, Влад. хотел бы сказать пару слов по этому моменту. Ну, смотри, мое мнение, я боксер, профессиональный боксер. Да, я знаю. И вот как и Андрюха, правильно он говорит. Вот, например, Абубакар, он доказал, братан, он чемпион хардкор, Я не он, оспариваю, у него любительские бои, да, его Точнее, соперник хочу Валера, 5-кратный чемпион мира, там, ПК-1, тоже есть регалии, понимаешь? И тут, когда такие титулованные собираются, и, конечно же, их сводят, чтобы не подрались. Подожди секундочку, можно? У меня титулов больше, чем у Валеры. Ну, смотри, Ну, если мы про они титулы же говорим. дрались, тебе предложили, смотри, бой, да? Вот как у нас в боксе. Сегодня, если я стану, скажу, дайте мне там бой за ВБО чемпион мира. Мне скажут, слушай, дойди до него.
И вот точно так же тебе в Махаче говорят: братуха, хочешь подраться, например, с победителем пары? Вот, тебе предлагают бой там, например. Делай бой, показывай бои, и если ты, опять же, как там, да, боец, выиграешь, да, там покажешь уровень, поверь, Андрюхе намного будет интереснее, и желание, и Махачу будет намного интереснее провести твой бой тоже с чемпионами, потому 100%. что к этому, чтобы дойти, нужно делать же бои. Конечно. Правильно, Андрюх? А там... Вот поэтому я и здесь. Объясни мне, почему я не даю там, или мы не даем там какой-то чемпионский бой там Радьку, который сколько крови здесь пролил, кто там еще, Паша Павлов и так дальше, Коля Кио, что здесь все хорошие. Вот пришел Влад, я хочу подраться, вот давайте мне. На каких вот вообще вот человеческих даже правах так можно рассуждать? Я с тобой При том, согласен. что 2 раза предлагали. 1. 2. Лично мне ты 1 раз предложил. Хорошо, все, дальше. Я немного хотел бы, наверное, разрядить обстановку, а то как-то немножко все напряжено. А вопрос к Абубакару, может, и не разряжу обстановку, не знаю. Все мы знаем, ну, наверное, некоторые знают, но я точно знаю, мы с тобой оба были в одном промоушене, я должен был там выступать, ты там уже выступал, у меня должен был быть там бой, в итоге он несколько раз переносился по поводу болезни моего соперника, и в конечном итоге, если я не ошибаюсь, Рамзан Кадыров запретил вам, чеченцам, драться в поп-ММА, правильно? Ну, не совсем так, что ну, не Рамзан, он не имеет дела, и ему не до этого, да. Ну хорошо, в любом случае власти, правильно? Да, ну, Министерство спорта, то, что ребята, ну вот это из-за лишнего этого трэш-тока, там некоторые ребята из моей республики тоже чуть, ну, неправильно как бы повели себя, и очень многие из моей республики не были довольны этим, то, что мы в такой, так сказать, ну, организации, где, ну, именно вот ты сам знаешь, да, вот какие моменты, да, в конференции знаю, грязные всякие бывают. Все подготовлено. Трэш, все связано с трэш-током. Вот и благодаря тебе, может, тоже ты постоянно, каждое твое второе слово только мат, перемат. Я сейчас максимально адекватно разговариваю. Находиться даже, честно, вот просто очень тяжело находиться на конференции. Просто пару раз бывало тоже, что хотелось подойти, просто пасть порвать. Это я прекрасно понимаю. Тоже. Мне тоже хотелось многим разорвать. Ну, вот бывает такое. Поэтому и я сегодня, да, конечно, ну, это как бы для меня была, ну, как бы новая дорога, да, ну, что я вернулся в спорт там спустя 8 лет. Да, Абубакар, ты, понятно, почему у нас выступаешь, потому что у нас нет такого трэш-тока, у нас только красочные бои и тому подобное. Все-таки вернемся к тому вопросу. Запретили. В итоге проходит какое-то время, и твои братья делают свой промоушен. И некоторые, которые собирали вокруг, да, и говорили им, не нужно выступать, они там выступают. Как ты к этому относишься? Ахмед, если я не ошибаюсь, Крикун или как его там, Крик, да, который кричит постоянно. Они выступают. Как ты к этому относишься? Вот это слово «запретили» — это вообще неуместно, мне кажется, потому что когда там был разговор, ну, это люди могут говорить, запретили, он то сделал, там, всякие по-разному. Ну, просто посоветовали когда не участвовать в таком. Когда у нас была встреча, то есть человек ясно, понятно объяснил, сказал, и когда лично я сказал, спросил, то есть, что могу ли я там защитить пояс, там, ты можешь защитить пояс, как вы можете участвовать, там, тренироваться, но так как не я один, да, типа, недоволен этим, то, что, и, ну, не целый народ, да, ну, половина, да, людей, очень много вот в пабликах всяких писало, что, и, конечно, мне самому это тоже не нравилось. Ну, так сказать, для меня там важен был спортивный интерес. И, то есть, я услышал человека против, так сказать, народа, да, вот, народ не хочет, да, видеть нас, где, ну, так, развратно, да, такие моменты всякие. Поэтому, ну, я как по-пацански, по-мужски принял это. Ты лично про себя говоришь, а интересно услышать то, про что вот других, касаемо промоушена... Там же до сих пор происходит грязь, и до сих пор эти все... Я с тобой согласен, там никакой особой разницы нет. Ребята, те же ребята, многие, ну, и в хардкоре, вот именно в конференциях, и там вот, как вот, ну, трэш-ток, ребята вот раскачивают эти свои... качели, честно, прям действительно как в «Доме 2». Мне это не нравится.
Я очень тяжело мне бывало вот находиться здесь, мне более комфортно, я уверенно себя чувствую. То есть Потому что мы здесь показываем бои никакой красочные. грязи, ничего такого. То есть я не стесняюсь, да, вот перед камерами, что мои родные, там, близкие земляки увидят, вот скажут, вот он там сидит среди таких, там вот позволяет, да, там разные разговоры. То есть, ну, не каждого тоже лезть не будешь, да, за язык хватать каждого не будешь тоже, да, то есть каждый говорит то, что у него есть на душе. Поэтому... Я понял тебя. Спасибо большое. Хотів запитати Валери, як відрізнялась твоя підготовка? Ти як кікбоксер, так і тайський боксер. Як готувався до боях на голих кулаках? Ну как, привязал ноги к полу, чтобы они не вылетали случайно. Ну, конечно, я пошутил, шутка зашла, да. Да как готовлюсь, типа, больше работаю, просто стараюсь работать на укрепление кистей, бить акцентированные удары руками, набрасывать как можно больше ударов, потому что мы с Владом когда-то общались, и он мне сказал, что здесь не так важно, типа, там, заряжаться, есть моменты, ну, наносить аккуратно, потому что это все-таки кости, и любой удар доходит до цели, и он будет, ну, ощутим. Я Поверь стараюсь, мне, типа, в перчатках больнее бывает, да? чем на голых кулаках. Ну, интересно проверить, кстати. Может, прямо сейчас? Ну, в общем, я больше работаю над руками, и недавно у меня там была травма, и я как бы стараюсь не обращать на нее внимания и больше работаю над тем, чтобы ее укрепить, закачаться, больше работать над функционалом, потому что я понимаю, что это вроде голые кулаки, это вроде 3 по 2, ну, всего лишь. Что такое 3 по 2, да, кажется, что любой выйдет, там, побоксирует 3 минуты. Но здесь есть момент заряда вот этого, это андерграунд, вот эта обстановка, межкогон, и ты будешь дышать, ну, типа, по-другому совсем, потому что каждое напряжение в клинче ты не будешь отдыхать, ты будешь по-любому работать, вязкая работа и так далее. Поэтому у меня много работы над функционалом, делаю акцент, понятно, на руки, про ноги я вообще забыл, и стараюсь даже, когда тренирую кого-то, не давать упражнения на ноги, чтобы не отвлекаться от рук. Абу-Бакар сказав, що він не дасть в клінчі працювати. Як відповісти на це? Ну, как, я же говорю, все может закончиться после первого удара. Как бы говорить одно, сделать тактику на бой, но когда доходит удар до цели, там уже даст, дать, не дать. Ну, я думаю, я залезу туда, в этот клинч. Клинчуется тот, кто не хочет драться, понимаешь? Поэтому клинч обязательно, конечно, я буду стараться навязать клинч, ведь это моя там одна из сильных сторон, клинч, и это хороший ущерб можно нанести с клинча. Не даст, но будем работать тогда по-другому. Есть много еще интересных вещей в запасе. Бит там с поджопы, они ж незаметные. Поэтому будем махать по воздуху. Промазал, воспаление легких попал, как бы там. Спасибо за вопрос. Всем привет. У меня вопрос к сопернику Артема Агрессора. Как тебя зовут? Я, к сожалению, не знаю. Ну, или не услышал. Можешь сказать свое имя? Мухамеджан. Мухамеджан. Да. Мухамеджан, а ты хоть раз был в глухом нокауте? К сожалению, нет. К сожалению? Но я тебя поздравляю, потому что Хвала Аллаху, в ни разу палаце такого ты не там приходилось. окажешься. Я реально, у меня интуиция очень развита. Я именно знаю этого человека, знаю, что он может. И поверь. Ну, мне знаете, реально... давайте отвечу. Так. Давай, отвечай. Вот у нас у казахов так говорят. Вот не надо переживать за ту вещь, которая не у тебя в руках. Это в руках Всевышнего. Поэтому я оставлю это на него, я буду уповать на него и выйду, покажу правильный, красочный бой. Ты знаешь, я тебе скажу, знаешь, что я тебе скажу? Я тебе скажу, что говорят так, что мы натягиваем паруса, а Всевышний делает ветер. Поэтому... Ну, как говорится, человек предполагает, паруса, Бог располагает. Всевышний мне поможет. 24-й. Тёма, газуй. Здесь был вопрос Мухамеджану, готов ли он упасть. Он ответил, что глухой нокаут. Вот именно. И поэтому он ответил, к сожалению, но он не понял вопроса. Просто сопернику, как соперника Мухамеджана? Артем. Артем, у него правая серьезная.
Поэтому... Ты видел мой первый бой? Нет, я не видел твой бой. Посмотри. Ну, посмотрим. В принципе, ты Вот мне там не интересен. сидит человек, с которым со мной дрался, Леня Горенко. Он очень сильно бьет. И не только сильно, и точно бьет. Ну, поверь мне, что Мухамеджан неплохо бьет. Правая, серьезная. Посмотрим. Теперь вопрос Павлову. Я Павлова бой не видел, но говорят, что он боец. Я слышу здесь, что он боец очень серьезный. 3-0. Поэтому готов ли ты? Видел ли ты бой Аблая? Первый вопрос. Во-первых, готов ли я? Я хочу сказать, что за мои 3 поединка, это 4-й бой, и я готов максимально. То есть это лучшая моя подготовка, которая была. Я хочу сказать спасибо, мне помогал готовиться. Это мастер спорта международного класса по боксу. Это Галинчев Максим, который стал 2-м на Европе до 22 лет, вот буквально недавно. Также пацанам, которые просто ходили со мной в зал, и мы вот просто рубились без заднего. То есть у нас не было такого, я устал, отошел. Мы просто рубились 8-6 раундов, мы рубимся, меняемся. Также просто я включил для себя, вот попробовал, вот как оно, то есть мне нравится играть в футбол, я это люблю. И я вот просто начал играть за команду из Шостки, это Колос. И получается, это мне тоже очень сильно помогло, как там очень большая выносливость, спорты и работа ног. А я ногами работаю очень хорошо. И потом уже по сопернику хотел же тоже сказать, я там пропустил момент, ты там говорил, я буду идти, бить, как бы. Ну, я тоже, если ты смотрел бои, бью первым номером очень хорошо, а вторым еще лучше работаю. Так что, не надо наперед говорить, как ты там будешь работать. Да-да, посмотрим, кто в первый здесь вопрос был. Видел ли ты бой Аблая? Да, насчет этого хотел сказать. Я увидел его бой. И то есть мне, я не буду говорить, как он работает, что он работает. Я могу сказать, что он работал с слабым соперником. Я, Крита там уважаю. Если смотреть прямо, он слабый. То есть ниже среднего. И он, насколько знаю, там нокаутом выиграл, правильно? А ты, получается, вот с таким соперником за сколько времени управился бы? Повторите. Вопрос в том, что сколько времени тебе хватило убрать соперника Аблая по первому бою? Что, с Критом? Время. Например, Калибре. 10 секунд. Мой второй бой. Я не говорю, что 10 секунд. Мой второй бой Калибре, я думаю, там примерно одинаковый уровень, первый раунд. Как бы спокойно все решил и не бил, там, не отбивал голову, спокойно нацелен был на печень, посадил по печени. А по поводу еще одного, хотел, мне просто смешной момент был, как бы он там выиграл, и просто что-то он начал копать, что-то копал, открыл, это гроб типа открывал, ты, поинтересуюсь. Ты выиграл бой, копал, открыл. Паша, Павел, тебе не страшно там оказаться? Да, я вот это думал, что он просто раньше узнал, что он со мной дерется и запрыгнул, спрятался просто от меня, думает, его не надо. Но это не так, это получается он по первому бою соперника закопал. Следующий будешь Я ты. просто думаю, что он говорит, как бы, такие громкие не надо слова говорить, 24-го посмотрим, он там кричал, хочу с Павлом, да, провел там один бой, выиграл левого, и тут уже хочу там пойти на рекорд, помешать 3-0. Но он как бы говорит, я думаю, это я, а я думаю, это не ты. Я буду давить на тебя. Дави. Павел, слышу, красавчик, да, ответил, правильно, бой покажет, я ничего не говорю, будет интересно. Хоть бы он бой показал, за меня не переживайте, я-то покажу. У меня большая поддержка. За брата не переживай, он покажет бой, поэтому будет и очень интересно. Украина, бойцы с Украины, как вы думаете насчет казахов? Лучше драться с местными бойцами? Или же все равно поинтереснее будет драться с другими? Конечно, интересно драться с новыми ребятами. Своих уже всех знаем. Пересекались не один раз. Здесь новые парни, новое мясо. Поэтому лично мы готовы всегда драться до конца. Мясо с шипами. Лично я тоже готов драться до конца. Я иду на войну 24-го. Я либо уйду оттуда, либо меня оттуда унесут. Насчет мяса ты переборщил, поверь мне. Что? Насчет мяса ты переборщил. Кто-то просто не ест мясо. Я ем мясо, да. Посмотрим. Ладно, ребята, я вас уважаю, украинцев. Ребята, вы красавчики. Поэтому бой будет серьезный 24-го. Мы покажем. Поэтому... А можна ще мені відповісти на запитання на рахунок, чи цікаво з іншими країнами? Це дуже цікаво і це захоплююче. І
електризує навіть повітря, тому що це завжди круто, і як для глядачів, і так для бійців битись, сражатись з іншими націями, з іншими, ну, тобто без цих всяких та-та-да-та-да-та-да-та-да-та. Ну, типу, в плані бійцівського духу, характеру, техніки, і це дуже круто. Коли приїжджають інші люди, спілкування, комунікація, тобто кожен може себе проявити, і це просто топ. А ще круто то, що кожен народ буде вболівати за своїх бійців, і це ще більше заряджає, і, я думаю, задає мотивації бійцям. Так що, парень, всім успіхів і крутих боїв. Всем привет. Вопрос к Артему Агрессору. Прошлый бой у тебя был такой немножко скучный, тоже с представителем Казахстана. Там была дисквалификация, по-моему. Что ты ожидаешь вообще от этого боя? Тоже будет представитель Казахстана? Я не знаю. В прошлый раз я, в принципе, не сильно готовился, так как после первого боя был травмирован. У меня был сломан палец. И я согласился там буквально за 1,5 недели до боя сразу же. И у меня было 1,5 недели на подготовку. Я сильно не успел подготовиться, провел 3 или 4 там тренировки. Но, как всегда, был готов драться до конца. Сейчас же, я, можно сказать, прошел полный лагерь с хорошими бойцами, которые дерутся на Махаче. Тоже Витя Маори, Чапа, все заряженные парни, ты в том числе. И на этот раз я ставлю ставку не на характер, а на свою подготовку. Будем брать техничкой. Все, спасибо. И еще вопрос к Валере. Много бойцов, ну почти все бойцы выходят на Махач под каким-то прозвищем. Будет у тебя какое-то прозвище или ты просто под своим Кстати, именем? реально хороший вопрос. Я над этим думал. И вот когда сейчас начали кого-то вызывать, и там, я думаю, а интересно, меня как-то назовут, типа, или нет? А у нас бойцы сами выбирают, Валер, так что предлагай. Не, ну я... Думал, что тайским пирожком назовут. Кстати, мне предлагали. И зашло. Я вот думал, а что может быть тайским пирожком? Вот. Что может... Я хотел принести, типа, чизбургер, понял, но это не тайский пирожок, типа, с собой. И я вот... Ну, кстати, тайский пирожок прикольный. Но я бы, наверное, будет у меня прозвище Перш, потому что я из города Першотравенск, и город назван, ну, так, потому что 1 числа 1 мая, по-моему, построился первый дом, или 1 апреля, и Першотравенск назвали. Ой, а 1 травня, да, 1 мая, и Першотравенск назвали. И Перш, ну, можно в переводе, да, так как перший, первый, типа, и так далее. Поэтому, я думаю, будет Перш, типа. И будет какой-то интересный выход на бой? Да, да, будет, обязательно, потому что я готовлю интересно. Я уже должен был сюда прийти, что-то интересное приготовить, но мало времени. Но я думаю, что-то интересное мы покажем, какое-нибудь, возможно, лазерное шоу. Так что... Будет, обязательно. Картинка должна быть. Все, спасибо. Спасибо. Всем привет, Леня Ледяной. Андрей, вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, ты сегодня говорил за Пашу Павла, то, что будет у него бой за титул. Скажи, пожалуйста, после Гран-при это во всех весах будет как бы титул? Да, конечно. Мы же поэтому и делаем весовые категории, чтобы вы могли потом драться за пояс. Гран-при для нас, на самом деле, это такая тестовая история. Мы сейчас видим много ошибок касательно больше, я скажу, среднего веса. Разнобой по антропометрии и травмоопасно как и для бойцов, так и зрителям некоторым, ну, это тоже заходит плохо. Гран-при добьем, но как бы будем делать упор в классический спорт, в классические весовые, поэтому мы их сделали достаточное количество, и шаг 5 килограмм довольно, я думаю, приемлемый. И еще вопрос к вам, Абубакар. Скажите, пожалуйста, вы были на прошлом турнире Махач? Вы. Скажите, пожалуйста, уровень бойцов Махача, ну, топовых бойцов или средних, он, как вы считаете, с хардкором? То есть бойцы, где вот круче бойцы, по вашему мнению? В хардкоре в первом сезоне не так уж много было таких хороших бойцов. Сейчас начался, и во время второго сезона туда много ребят, тут, таких как я, на рейтинговые бои, да, пришли. То есть тот же турнир, где, в первом турнире там Даудсханский, да, там еще какие-то ребята были. Вот в втором сезоне сейчас уровень у них хороший. Вот. Ну, я надеюсь, и Махач он не отсел, там ребята тоже хорошие ребята, организация, что мне нравится. Тут больше такая чисто вот бойцовская тема, да, без всякого трэш-тока.
вот без всякого этого лишней грязи, да. Вот еще хотел отметить вот к вопросу Марвина, да, то, что было ни в коем случае, то, что я говорил, там грязь, вот это все, занижать заслуги, да, вот уровень хардкора не хочу. Благодаря хардкору я сегодня здесь нахожусь, мне дало медийность, он мне дал дальнейший такой толчок боевых искусств, да, так скажем. И у Махача есть будущее, мне поэтому и стало интересно. Скажите, пожалуйста, а в дальнейшем, в будущем вы планируете еще выступать в нашем промоушене? Ну, посмотрим, как пройдет этот бой. Ну, я думаю, если удачно, так как по моему плану все, если пройдет, тот же день я, может быть, удивлю зрителей, так сказать, следующим, так сказать, шагом своим. Еще раз привет. Антон, вопрос к тебе по поводу красавчика. Что там у вас такое? Начинается конфликтик, это какая-то неприязнь уже, или же это чисто по фану? Там, хто м'ясо їсть, хто м'ясо не їсть. То це, типу, в нього якийсь прикол, коротше, кулінарний батл, чи що, типу, знаєш, там, я м'ясо їм таке, я м'ясо таке, я взагалі не їм м'ясо, мені нравиться трава, типу, взагалі, типу, ну. Тобто, я не по м'ясу. Але взагалі ніякої неприязні, це просто по фану, але я думаю, що він, що я, ми ждемо цього бою, реально. Перший бой, ну, коротше, бою по факту, можна сказати, і не було. Ні в якому разі не занижую його заслуги, дійсно достойний і крутий суперник, але я вже жду реально схліснутися з ним, коротше, в жесточайшому бою. Ну, а там вже, типу, як карта ляже, хто виграє, то і круче, і виграє веган, значить, типу, трава рулить, а виграє м'ясоїд, ну, окей. Ну, окей, трава все равно, да, рулит. А если бы поставили Тохнакон вот так, если ты проигрываешь, вот ты, точнее, согласился на такой бой, если ты проигрываешь, ты ешь мясо, а если он проигрывает, то он становится веганом. Месяц. Согласился б? Ні. Ну, типу, мені м'ясо взагалі не подобається, і я просто, ну, принципово я б не погоджувався, незалежності від того, знав би я, що це буде 100% перемога, тому що, ну, це вже діло принципу, якби моєго світобачення, так що, ну, так, дякую. Антон, я багато кукурузы Андрей, ем. вопрос еще к тебе. Вот по поводу трэш-тока, вот у Антона с красавчиком там что-то, ну так, вяленько еще пока, но они начинают уже. Хочу спросить, вот мы все гордимся, то, что Махач без трэш-тока, и поэтому Абубакар в не меньшей доли, да, приехал сюда и дерется тут. Если начнется такая какая-то грязь, типа Хабиб Конор образно, да, какие действия будет предпринимать Махач? Это будет позволяться или будут какие-то санкции там накладываться, штрафы? Как это будет реагироваться со стороны Махача? Смотри, касательно трэш-тока, он уместен везде, но он должен быть заслужен. То есть Хабиб, Конор, ну это люди уже довольно известные, которые могут себе как бы позволить. И он должен быть красивым и соответствовать человеку. Ну это там субъективное мнение. Вот посмотрите прошлую конференцию «Лоба-Уберинчик». Там он был, эта конфа набрала там 600 тысяч просмотров, если не ошибаюсь. И он настолько там тонкий и изящный, понимаешь? Вот для меня это просто вот идеал каких-то таких перепалок. То же самое можно сказать там про Бакара и Валеру, касательно там тайский пирожок и так дальше. То же самое Тоха и Красавчик. Это вот круто, это классно и не переходит на какие-то личности. Когда там начинается, вот, там, Абубакар может подтвердить в хардкоре касательно там матерей и так дальше. Он там как молодой человек написал там в мою сторону. Это, ну, уже знаешь, как-то неправильно. Да, возьмешь сейчас микрофон, скажешь. Подожди, Денис, дай отвечу Артему. В таком, конечно, это промоутит бои, и мы только за это. Но ребят мы заставить не можем. Ты видишь, когда вот растет уровень, вот Пашка, вспомни его, когда он пришел первый раз, сидел себе там тихенько. Сейчас он уверенно уже как мужик, так он и реально таким есть, понимаешь? Это сильнейший боец нашей организации. Говорит, ну давай, покажешь мне. И знаешь, и все, он чувствует это. К этому, думаю, дойдем со временем. Вопрос последний. Паша Павлов. Сколько тебе лет, скажи? 20. 20 лет. Скажи, как
поменялась жизнь после Махача у молодого 20-летнего парня с шостки? Ну, повзрослел, встал на ноги больше. То есть, когда учился, выступал в броварах, как бы такого не было. Сейчас как бы, ну, узнают люди. То есть это я за это и шел, как бы. Я сразу сказал, как бы, я хочу популярность, как бы, я хочу деньги, какой-то заработок, как бы. Ну, 20 лет это уже надо, как бы, не висеть на родительской шее, надо самому зарабатывать, как-то думать, крутиться, как бы. Я еще, по сути, тренирую, то есть, как бы, я уже тренер, ну, тренирую детей, и также, ну, уйма у меня увлечений, как бы. Ты планируешь в Киев переезжать или планируешь там в шостке развивать свой город? Ну, как, пока я не могу ответить. Я просто так сам в Киеве не хочу. То есть мне Киев не сильно нравится. Вот Одесса, да. Одесса получше будет там. Да, на Чили. Спасибо большое, друзья. Дай микрофон туда. Да, можно, Андрюх? Да, можно. Привстань, да, пожалуйста. Я Денис, меня зовут был. Денис, я занимаюсь менеджментом и подготовкой бойцов. Вот, я тот самый трештокер, которого уже Андрюха вызвал на бой. Но нам надо вес тебе будет, Андрюх, какую-то категорию придумать для нас, да, как ты говоришь, чтобы мы выскочили, да? Хотел бы не то, что оправдаться, потому что как бы это не по-мужски оправдываться, да и у меня не было такой подоплеки, да, чтобы там... Денис, смотри, можно я тебя перебью? Вон тренер сидит. Я предлагал второй бой. Здравствуйте, ребят. Вопрос короткий. Было предложение второго боя? Предложение боя было, никто Все. не отрицает. Можно теперь? Нет, подождите, теперь сейчас с Денисом мы закончим. У нас вопрос цифр. Если человек умеет что-то делать хорошо, он не должен делать это бесплатно. И те цифры, которые предлагают моему бойцу, ну я так назову своего младшего боевого брата, ну, это смешные цифры, и поэтому о них даже мы не готовы разговаривать. Вопрос мы уже выяснили, как Валера собирается спасаться там, в межкогоне от Абубакара. У меня такой вопрос, как вы собираетесь спасаться от Влада? Любой из вас, кто победит. То есть, и готовы ли вы доказать, что ну, мешки только вокруг, а не внутри? Это легкий трэшток, ребят. Думаю, никого не обидел. Ну, как ты уже отметила, если Влад он международник. там еще пару проведя два боя, да, там спасется, если он выживет, вот тогда вот, накормлю его своими кулаками. Поэтому... Кулаками буду спасать. Ребят, вам желаю побед без травм. Ну, реально мне интересно, как бы вы попробовали против него. И готов, кто-то сможет вообще хоть выстоять эти 3 раунда несчастных против Влада. Там он... Поэтому, ну вот, я же говорю, не готов. Все, первый уже... Что я знаю? Вот что я знаю? Ну вот вы говорите, у Влада был с кем-то бой, с кем-то он из нас дрался. Ну, только... Поэтому, ребят, смешные цифры, прошу, ну реально не смешите и не называйте за такие цифры. Смотрите, перебью. Можно Денису микрофон вернуть? Вот точно так же еще. Любая весовая, я готов сразиться, но за финансы. Микрофон верните. Бесплатно. Вот я просто хочу... Андрюх. Денис, смотри. Да. Вот, подтвердил при свидетелях, сколько здесь людей, что было второе предложение. Влад, а ты говорил, что не было. Вот давайте, смотри, нет, если ты хочешь все-таки ворваться в Махач, вот при людях, давайте договоримся, при всех спортсменах, все уважающие, Денис, и ты спортсмен, и менеджер, если вы хотите, и бойцы остальные хотят что-то здесь видеть и показывать, давайте начнем с честности, хорошо, в первую очередь. И тогда уже мы будем двигаться вместе и думать о каких-то там боях и так дальше. А просто начинать какой-то кипиш и суету, и начинать с вранья, это не очень хорошо. Договорились? Все. Смотри, Андрюх, просто для честности, как бы я... Ты упрягся в эту ситуацию, не знаю. Да, я тебе это обрисовал. Я же с тобой, когда мы говорили 1 на 1, правильно, переписывались, я с тобой это говорил, да? И вот эту фразу с небес, это ни в коем случае, это не какой-то там, не расклад, что там я тебе сказал, ты там то, сё, или там обозвал тебя как-то, да, там... Ну, спустись с небес. Ты сейчас говоришь, что ты знаешь меня, а потом ты с людьми, когда говоришь, ты говоришь, я не знаю, кто он там, что он говорит, чего. Это не по-человечески. Вот это, из-за этого я тебе написал лично в посте спуститься с небес. Все, просто человеческое отношение, потому что мы все люди, все мужчины. Я вот кому-то здесь не по-человечески относился. Вот ну, бойцам. Андрюх, ну вот этот конкретный момент, я тебе за него говорю. Смотри, ну, ты Денис, же знаешь даже, как меня зовут, я знаю, как тебя зовут. Послушай, мы с тобой общаемся уже года пол, наверное, давай мы сейчас не будем конференцию, которая бойцам посвящена,
как-то переходить на что-то другое, хорошо? Ну ты же меня вызывал на бой только что. Вызывал на бой тебя? Ну в записи серьезно, есть. Денис? Ну в записи, в записи есть. Я говорю, я готов сейчас с вами всеми там подраться, если ты там считаешь меня каким-то плохим человеком. Не Вот считаю сейчас. плохим Ну точно. вот и все, следи просто за соцсетями, что ты пишешь. Потому что тоже, ты не знаешь ситуацию, впрягся, и сейчас вранье подтвердилось, понимаешь? Это не в вашу сторону. Все. Не, ну ситуацию, так мы для этого и тут общаемся, да? Ну так, здесь общаемся. Если вы хотите бой, бой не так делается, не так договаривается. Здесь все по-честному и все по уму. Понимаешь, и ты не разобравшись, услышал звон, не знаю, где он, и он сидит Влад, который хочет подраться тоже, и он не знает, были предложения, нет. Вы выберете ответственного человека и будем общаться. И никогда, советую не переходить на личности, независимо там, от весовых категорий. Как все взаимно, всегда все взаимно. Все, мир. Мир. Просто Давай. хотелось бы добавить, все хотят боев, я вообще не привык отказываться от боев. И когда там предлагали мне там, найди себе соперника подраться, а предложи типа тому подраться, мне вот там предлагают, там ивент будет, типа найди себе соперника кого-то. Как можно найти себе типа соперника? Я вообще не отказываюсь от боев, но это... Есть просто интересы другие, помимо этого. Кто-то говорит, да, там финансы, типа выйти там за какую-то определенную сумму, еще что-то. У меня есть свои интересы в этом бою. И я принял этот бой еще до того, я задал вопрос Андрею сразу, там гонорар, сколько раундов, типа, и так далее. Но я для себя уже принял этот бой, потому что у меня были свои личные интересы. И ты говоришь там за Влада, за бой и так далее. Я дерусь весовой там 75 до 80, 77 килограмм, да. Этот бой я принял чисто на своих личных интересах. Пройдет этот бой, потом, понятно, все мы там можем как-то это развивать, раскручивать, общаться и так далее. Мы с Владом давно друг друга знаем. Кто-то говорит, на турнире встречались, он там разбивал еще. Да, мы спарринговались. Я не отрицаю, это очень был хороший... только спарринг. Да, я же говорю, не, просто кто-то написал, я помню в соцсетях, что типа на турнире встречались, типа на каком-то. И типа мы давно друг друга знаем. Это очень хороший спортсмен, это очень достойный спортсмен, и у него регалий очень много профбоев. Я еще за ним следил, когда я только начал заниматься тайским боксом, на сафари они там дрались. Поэтому очень достойный соперник. И я, конечно же, приму этот бой, если мне будет это интересно. Или вообще дальше я буду продолжать здесь драться. Поэтому это вот все должно быть на уважении, на взаимопонимании. Мы с Владом договорились и Да, все общаемся. тут собрались бойцы, я уверен, заднюю никто не даст. И по поводу отбелить свою, так сказать, честь, первый раз ты мне не предложил бой. Ты просто сказал, я буду иметь в виду, что ты есть, выйдешь на замену. Ты тогда не вышел. А ты мне не предлагал? Короче, ладно. Ладно, давай тогда просто это замнем все, и я пришел сюда, чтобы получить бой. Если ты его сделаешь. Подумаем касательно среднего веса. Оппонент твой, не знаю, уже за границей, кажется. Поэтому будем смотреть. Опять же, надо реагировать, Денис, это тебя тоже касается. Когда вот есть предложение конкретно, ты понимаешь, есть вот человек ждет, вот как Абубакар ждал Валеру. Если бы не Валера, вряд ли мы бы кому-то его дали. Потому что и Абубакару интересен Валера. Я думаю, здесь никто скрывать не будет. Потому что талантливые бойцы и там с регалиями, понимаешь? Плюс там понятно, что по медийной, там какой-то момент, я не говорю, что там кучу подписчиков. Я тоже скажу, хорошо, что получилось так, что Валера, да, принял этот бой. Мне тоже сейчас, понимаете, это кулачка уже и возраст. Проходить какие-то рейтинговые бои, там, если драться с каждым, кто хочет со мной драться, мне на это и на здоровье не хватит. Мне интересны бои именно с титулованными ребятами, с громкими именами. То есть я не собираюсь сидеть на месте, да, так сказать. Валера первый из них, тот, титулованный, и никто после этого боя не может сказать мне, что я там вдруг, если выиграю его, и сказать, что вот ты там победил слабого какого-то соперника, да. То есть он я думаю, в этом бою, какой бы исход ни был, здесь нет проигравших и победивших. Да, мне кажется, не будет. Поэтому мне интересны такие, так сказать, на голову выше, да, дальше двигаться, которые уже показывали результаты больше, чем я. То есть, там, как сказать, да, если из Махача там, или из другой организации, если случится так, что я обязан буду провести бой, да, там, то я отказываться от боев за то, что он там, я не знаю, там, сильный, еще что-то, я не буду. Если он интересен будет как боец, если это мне даст как боец, да, то есть рост в моем так спортивном составляющем и
плюс как бойцы, то есть то я не привык тоже отказываться от боев. Только вперед, газ до пола, так говорится. Как-то так. Ребят, давайте будем честны перед собой, и когда говорите, что интересны только бойцы, там, титулованные, ну, с титулованными бойцами можно на парковке встретиться и подраться в любом спортзале, но все равно тут за деньги. И Махач — это не спорт, это голые кулаки, и тут люди ради денег, потому что это не долговечно. Спорт долговечен, люди занимаются спортом для здоровья, а здесь они здоровье оставляют в мешкогоне. Поэтому и вопрос к организаторам. Я надеюсь, все-таки у этой хорошей, богатой организации найдутся средства еще на один яркий бой. Я не верю, что они все потратили на Лобова с Беринчиком. Поэтому Влад ждет победителя. Данияр, очень рады вас здесь видеть. Данияр, у вас будет дебют. На самом деле, насколько я знаю, это один из самых титулованных бойцов, который прилетел к нам из Казахстана с огромным опытом. Я знаю, что ты тренируешься сам, отдельно от команды Казахстана, что у тебя есть какая-то особая тренировка, особое время, особый подход к этому делу. Может, ты нам расскажешь об этом? Приветствую всех. Салам алейкум. Хочу поблагодарить Андрея, организацию за проявленный интерес к Казахстану, к нашим бойцам. Мне 36 лет, как он сказал, возрастной. Я начал заниматься в 26 лет. Просто пришел в зал, начал заниматься тайским боксом. И так получилось, что в 27 лет я вышел по любителям на чемпионат Казахстана. И и 6 раз выиграл Казахстан. В 32 года был в сборной Казахстана, ездил на чемпионат мира. Подготовка прошла отлично. Я ждал утверждения, когда со мной связались представители Махача, что подтвердили на 24 июля бой. Я согласился, и я начал подготовку. То есть я всегда тренируюсь по тайскому боксу. Я тренируюсь с пацанами, с нашими топовыми бойцами ММА. Я спарринг-партнер именно по ударке по тайскому боксу. Ну, понимая, что это Махач, это совсем другое, я начал подыскивать тренера, и меня взялся тренировать наш известный боксер Исаак Бербаев. Вот, Валерка тренируется там, Тёма Ризников тренируется у него. 5 недель были подготовки, сгон веса, то есть я был где-то 95-96 килограмм. Сейчас я уже, можно сказать, весе 86 килограмм я вешу. И своего соперника я не знаю. Ну, все покажет мешкогон. Выйдем, подеремся, настрой бешеный. Мы сюда летели не 6, а 7 часов. И мы летели сюда не для битья мешки. То есть мы летели сюда все за победой. Будем выходить, показывать, кто на что способен. Все. Я настроен очень, по крайней мере, я настроен жестко, потому что я бросил все. У меня должна родить жена буквально вот в конце этого месяца. Я оставил ее беременную с маленьким ребенком и прилетел сюда, потратил, то есть, много времени на все это. Так что настрой, все покажет мешкогон. Выйдем, подеремся, пожмем руки и улетим обратно к себе домой. И еще хочу сказать, что Украина для меня это не чужая страна. Моя родная тетя, мамина сестра, она здесь прожила более 30 лет. Она вышла замуж за украинца в далеком 88 году. Уехала сюда, в Шоск, Воронеж, ПГТ Воронеж. Кто ее знает, тетя Гулю, привет. Единственная казашка, которая там жила, к сожалению, она умерла 3 года назад. И я здесь был в 92 году, мама сюда приезжала в гости, то есть у меня впечатления детские остались очень хорошие о Украине. Так что большое спасибо тебе, Андрей, за приглашение и за данную возможность здесь проявить себя. Следующий вопрос. У нас человек, который тоже еще сегодня практически ничего не говорил. Это Саят, это соперник Коли Кеуша, который очень скромно сидит в уголке и ждет, наверное, своего момента. На самом деле, читая профайл о Саяте, он КМС по кикбоксингу, очень титулованный, сильный спортсмен. И я думаю, что, смотря на путь Коли Кеуша в Махаче, это, наверное, будет один из самых сложных твоих боев, один из самых интересных и самых близких. Хотя у тебя была очень крутая ничья с Чернобровым, но я думаю, что Саят — это очень серьезная позиция для тебя. Саят, расскажи нам о себе, как ты готовился.
Всем ассаламу алейкум. Меня зовут Касимбаев Саид. Я с города Караганды. Занимаюсь кикбоксингом где-то около 10 лет. Тоже выступал на различных соревнованиях. Ну, кулачка будет впервые. Кулачка тоже мы в Казахстане следим за кулачкой. В основном хардкор, топ-дог. Ну, это по-любому будет другое, чем нежели в перчатках. Я тоже дебютант. Ну, бой покажет. Спасибо. Коля, скажешь что-нибудь? Да, я даже не знаю, что сказать. Бой покажет. Вот. Скромные ребята. И еще один человек, у которого сегодня, к сожалению, на конференции нету пары, поэтому он тоже себя ведет очень спокойно, тихо. Это Рафаиль. Рафаиль, твоим соперником будет Семенов Кирилл, который является боксером, но его прошлым соперником был, точнее, Олейник Назар, который вот тут сидит, и он его знает очень хорошо. Назар его победил. Ты же, насколько мы знаем, очень серьезный профессиональный боксер, один из немногих в этой команде, кто действительно занимался всю жизнь боксом. Ты мастер спорта, и у вас будет действительно интересный техничный боксерский поединок. Расскажи о твоих планах, о том, как ты собираешься драться, о том, как ты себе вообще представляешь свои действия в этом мешкогоне, и, может быть, есть какие-то наработки особые на этот бой? Ну, во-первых, я очень хотел узнать, кто мой соперник, какая у него база. Так как это бокс, это вообще просто идеальный вариант. Потому что и так по поводу тренировок думали, как готовиться. И тренировки чуть-чуть отличались от обычных. То, что мы готовились в том плане, то, что чуть-чуть и грязь присутствовала. Вот. Ну, так как соперник боксер, я думаю, все будет еще лучше, чем я себе представлял. Спасибо. Да, и еще один вопрос уже будет, наверное, к Абубакару, ну и к тебе в том числе. Мы знаем о том, что Абубакар очень доминирующий боец, он всегда привык работать первым номером, все его бои на хардкоре, это было просто, ну, работа первым номером, он всегда забирает центр, не дает своему сопернику даже войти в этот центр. Ты готов работать вторым номером или все-таки попробуешь переломить его планы на бой, его тактику? Опять же, все до первого удара. Моя тактика, конечно, но в основном я второй номер. Я всегда работаю вторым номером. Я не стараюсь там нокаутировать, пробить где-то там сильный удар, пойти в атаку. Но иногда клемма падает, и поэтому просто приходится, ну, реально показывать зарубы, типа. И ты дерешься, уже не осознавая того, что ты там, у тебя тактика ушла на второй план, уже какие-то там, ну, мысли, уже вообще мыслей никаких нет. Ты просто дерешься, и это прикольно. Иногда это даже заводит, и хочется, конечно, поработать первым номером. Но, опять же, первым номером я начну работать только тогда, когда упадет, зашторит. А так, да, я стараюсь работать вторым номером, и это ни для кого не удивительно посмотреть все мои бои, я, ну, это могу сказать. Спасибо. И, Абубакар, скажи, ты не будешь отходить от своего плана на этот бой или все-таки будешь где-то приглядываться к Валере, будешь более спокойно работать? Ну, у меня конкретного плана никогда даже вот во время этих кулачных боев не было. И на этот бой тоже у меня нет определенного плана. Зайдем в мешкогон, а там все само собой как бы сложится. То есть, если даже буду уходить назад, то это как бы на раскачку, на удар, так скажем. Буду разносторонне стараться работать. Я сейчас могу думать как угодно, да, представлять себе свою пользу бой, но когда зазвучит гонг, все по-другому может пойти. Поэтому моя цель – это показать зрелище, добиться победы, то красиво, четко, так как бы поработать. По тайскому пирожку отшепать. У меня масса вопросов еще к Антону Радько. Антон, скажи, пожалуйста, как происходит твое восстановление? Ты нас всех очень напугал твоей травмой глаза. Мы думали, что после такой травмы ты можешь и не вернуться. Что вообще тебе сказали врачи? И насколько ты готов продолжать? Не будет ли какого-то страха в бою и так далее? Не будет каких-то особых переживаний за глаз? И не мешает ли тебе вот эта травма выступать, тренироваться? Ну и, конечно же, драться в мішкагоні? Дякую. Ну, в мене під час мого третього бою, ну, буквально там за 10 секунд було попадання джебом в глаз.
і мене госпіталювали. Ну, типу як, я просто перестав бачити, і мене лікар зняв з бою, з поєдинка. Я дуже, звісно, я дуже розстроївся, тому що я готувався, був змотивований. Суперник також був змотивований, дуже хороший, зарубився нормально, показати крутий бій. Але склалося, як склалось. Мене госпіталювали, 5 днів я пролежав в лікарні, мені надавали супершвидку допомогу. І, типу, там вийшла дуже якась велика контузія, і в мене майже відсліла сітчатка, але завдяки лікарям, дякую вам, ви просто найкращі. Тупо топ. Дякую лікарі, вони все дуже круто і швидко зробили, все обійшлось без операції. Але відновлення було 2 місяці, і тільки після того я приступив до тренувань. Але зараз все круто, глас як в Термінатора, все чітко фіксує, це не заважає спарингувати, не заважає готуватись, я готовий максимально заряджений. Ну і боятись, нема смисла боятись, тому що мені це подобається, йому це подобається, тобі це подобається, та всім це подобається. Драка – це круто, головне, звісно, щоб не було травм. А там не все від нас залежить, як сказали ребята. Ми будемо робити максимально, що залежить від нас, але ми не все рішаємо. Так що страху по-любому немає. Ні кроку назад. Дякую. И еще можно финальный вопрос, да, это к Спартаку Борисенко. Спартак, у тебя был очень сложный последний бой. Кстати, один из самых зрелищных боев 5-го сезона на пару с боем Тихона и Саши Ската. Скажи, пожалуйста, как прошло восстановление, потому что этот бой действительно заставил нас поволноваться, потому что такое количество и нокдаунов, и тяжелых ударов, которые пропустил и ты, и Рома, оно не может просто не сказаться. Как проходит восстановление, и ты, наконец-то, врываешься в свою весовую категорию, где, я думаю, можешь навести действительно шорох. Восстановление прошло вообще быстро. В принципе, не было ничего сильных травм не было на лице, как по мне. В принципе, бой, да, действительно был тяжелый, соперник попался, опытный. И можно сказать, он, наверное, на некоторые моменты раскрыл мне глаза. То есть я знаю, над чем мне теперь нужно поработать. То есть я понял это, благодаря ему. Поэтому, в целом, классно. То есть я готов был биться и дальше, но по мне было видно, что меня уже потеряло. То есть я сделал ошибку, над которой я поработаю и буду сильнее. Поэтому все четко. Спасибо большое, ребята. Всем удачи. Ждем ваших боев 24 июля. Друзья, и в завершение делаем стердаун. Давайте, первая пара. Нечепуренко Артем, Абдулаев Мухамеджан. Становитесь сюда, ребят. Я понял, короче, тут надо... Готово? Все, есть. Все. Засмотрелся в листок. Следующая пара. Спартак, Толя. Я лучше буду здесь стоять от греха подальше. Антон и Нуркадыр. Блин, а я хотел ваш стердаун так увидеть зубом, блядь, а он свалил. Новая футболка, что там на этот раз? Есть, спасибо. Так, Коля Кеуш и Саят. Есть, спасибо. Паша Павлов, Шайкина Былай. Ну, 24-го. И Абубакар Сулейманов и Выганский Валерий. Будет жара.
Спасибо, спасибо. Переходим к третьему блоку нашей конференции, который посвящен Гран-при легкой весовой категории до 70 килограмм с главным призом $10 тысяч. Поэтому продолжаем и встречаем первого бойца, рекордсмен организации «Махач». С 5 турниров Олег участвовал в 4. Настоящий воин, духовитый боец Казакевич Олег. Официально боец Лиги Махач. Привет, Олеж. И поприветствуем его оппонента. Базовый боксер, КМС по боксу, человек-татуировка. И поприветствуем Олейник Назар. Настоящий лев нашей организации, но не по прозвищу Лев, нет. Один из самых ярких и талантливых бойцов, как говорит Слава Сенченко. И поприветствуем Симбаба Игорь. Самый прогрессирующий боец Махача. Должен был драться Игорек в рамках Гран-при с таким бойцом, как Сечка Валентин, подопечный Тохи Радько по прозвищу Берсерк. Но, к сожалению, из-за прошлого турнира по ММА Валентин травмировал руку и не сможет драться в рамках Гран-при, поэтому, чтобы по-честному Игорь не простаивал, он проходит автоматически дальше в Гран-при, но мы делаем ему рейтинговый поединок против талантливого молодого дебютанта, профессионального боксера с рекордом 6-2, который взял себе такое крутое прозвище Бойко, и поприветствуем Дубовенко Назар. Это будет рейтинговый поединок, весовая категория 65-70. Наша следующая пара, уже известные вам бойцы также. И поприветствуем представителя города Житомир Кондратюк Владислав по прозвищу Кондрат. Сразится он в рамках Гран-при против талантливого бойца, который дрался с Пашей Павловым. И поприветствуем Березнюк Артем. Следующая наша пара. Очень яркие, уже не дебютанты, но которые крушили известных бойцов Махача, включая мини-тим. Поприветствуем Светличный Евгений! Наш местный Дональд Сероне. Все обратили внимание на его схожесть в комментариях. Сразится Евгений против сильного бойца из города Ровно по прозвищу Файтер. И поприветствуем Хохлова Андрей! Наш следующий поединок в рамках Гран-при легкого веса. Известный вам харизматичный, духовитый боец Сидорчук Александр по прозвищу Лев. Тренируется под руководством Саши Тарасова. Сразится Лев против также известного вам бойца из города Борисполь Самсоненко Вячеслав по прозвищу Самсон. Наша следующая пара. Один из бойцов, к сожалению, приехать не может. Это Матвеев Юрий, представитель команды Ровно. Сразится он с таким бойцом, как Радченко Сергей по прозвищу Радчик. Следующая наша пара. Возможно, сейчас подъедет к нам еще один боец талантливый из города Харьков, Карен Манукян. С поезда опаздывает, поэтому подождем его. Сразится он в рамках Гран-при с представителем города Житомир. И поприветствуем Ярмолицкий Илья.
И также один из интересных поединков вас ждет. Боец Махача, который также, к сожалению, не смог сегодня к нам приехать. Владислав Павлишин по прозвищу Чернобровый сойдется в поединке с Данилюком Анатолием по прозвищу Бобер. Давайте его поприветствуем. Итак, друзья, мы готовы начинать. Уже известные вам бойцы, очень яркие пары. Давайте начнем с ваших вопросов. Всем привет, друзья. Илюха, к тебе вопрос. Да. Как твое самочувствие? Как Ну, 50 на 50, скажу. Нормально, в общем, все Просто хорошо. ты в позапрошлом своем бою говорил, что будешь завязывать с боями. Там есть некоторые вопросы по здоровью. Да. Вот, то есть как ты сейчас себя чувствуешь? Ну, вообще нормально чувствую себя. Просто вчера немного перетренировался, и сейчас чуть-чуть давление. Ну, а так, в общем, готов, все нормально. Спасибо, Витя, все хорошо. Красавчик. Ну, мы видели твой бой, поэтому мы видим, что ты заряженный. Давай. Спасибо, спасибо, Витя. Вопрос к Казыкевичу Олегу и Олейнику Назару. Парни, вы будете в мейн-карде, все очень ждут ваш бой. Как-то это влияет на вас? Есть какая-то дополнительная, может, у вас мотивация, может, какой-то мандраж? То есть вы будете в прямом эфире на Мегуго, этот бой может посмотреть вся наша страна и не только. Что скажете насчет этого и как вы вообще готовитесь? У вас будет супер конкурентный бой, мы его очень сильно ждем. Ну, давайте начнем с кого? С Назара. Дякую за запитання. Цікаве запитання, я також думав, хтось задасть його. Чесно кажучи, так, те, що ми будемо битися в головній цій програмі, так сказати, вечора, то трішки це впливає. Все-таки більше переживання, ти думаєш за те, що все-таки більше народу подивиться, це буде пряма трансляція і трішки більший мандраж, але це все-таки також і підбадьорює. Підбадьорює до того, щоб показати красивий бій. Дякую. Да, спасибо большое за вопрос. На самом деле, как только с первого сезона я начал участие в Махаче, я начал более спокойно относиться к боям и к прочему. Раньше я, допустим, мог перегореть в некоторых боях, сейчас я полностью спокоен. И для меня как бы это большая честь выступить на таком турнире, но морально для меня это абсолютно одинаково, спокойно. Я спокойно к этому отношусь. Спасибо. Вопрос к Самсону. Привет. Скажи, как подготовка твоя и что с рукой было? Что с рукой сейчас? Спасибо за вопрос. З рукою зараз маленька травма, але нічого, 24-го я буду участвувати, це хорошо. Ми всі воїни, ми прийшли подивитися на кров і зрелище. Врачи тебя допустят? Да, врачи допустят. Договорился? Да, дав взятку. Зараз я знаходжуся в лучшій формі. Тренировочный лагерь был хороший. 3 месяца паханины. Це ви побачите 24-го. Ну, понятно, идеально к бою подготовиться без травм практически невозможно. Скажи, вот вы с Сашей перекинулись там пару слов, что-то там обменялись, телефонами обменялись. Скажи, вот вы встретились, я сразу заметил разницу в габаритах. Что думаешь по этому поводу? Сыграет роль в бою это? Все побачимо 24-го. Я в собі уверен. Думаю, Хорошо. Саня тоже в себе уверен. Саш, как подготовка? Расскажи немного. Вообще отлично. У нас же простоит. Это 3 месяца тренируемся. Уже в ожидании мяса. Самсон крепкий парень. Показывает хорошие бои. Так что 24-го будет жарко. Ты его с мясом сравнил? Нет, я говорю, будет мясо. Буде бал разбитых лиц. Всем привет, спортивный клуб «Альянс», город Кременчуг. Приехали с Артемом Березняком. Знаем, что была серьезная проведена работа, подготовка к этому бою, к следующему с Владиславом Кондратом. Если на первый бой там не до конца мы понимали в полном объеме, там, что нас ждет, то сейчас Тёма все четко подготовился. И хотелось бы к оппоненту задать вопрос, к Владиславу. Какая была проведена работа, подготовка, как настроение на бой и вес? Уточни, пожалуйста, какой сейчас у тебя.
Ну, Спасибо. вес примерно, наверное, килограмм 65, может, чуть-чуть меньше. Ну, подготовка прошла, в принципе, как всегда. Ну, Артем немножко меньше, чем я ростом и, наверное, весом. Будем держать его на дистанции и по чуть-чуть отбивать и голову, и корпус. Думаю, все пройдет хорошо. Посмотрим, да. Вопрос к Симбе. Симба, братан, привет. Смотри, такой вопрос. Тебя изначально должен был быть противник Ковбой. Он как больше ММАщик, ты по-любому готовился под него. Сейчас, когда ты узнал в последний момент, что у тебя поменялся противник, и он базовый боксер, что скажешь по бою? Что-то изменится или нет? Это что-то изменит для тебя, точнее так вот? Братан, ты же знаешь, мне абсолютно без разницы, с кем рубиться. Я готов выскочить, ну, без разницы, с кем мне вообще. Да, я готовился. Я готовился под ковбоя, под левшу, но, в принципе, так, чтобы сказать, что я готов только с ним драться, то нет. Абсолютно не без разницы, кого выносить. Я максимально настроен забирать гран-при. Я уверен, что у меня все шансы на это есть, поэтому хоть боксер, хоть кикбоксер, хоть ММА, абсолютно без Это разницы. я хотел услышать от тебя. Еще один очень интересный вопрос у меня. У нас есть очень такая, скажем, титулованная пара. Двое бойцов. Это Женя Светличный, Хохлов Андрей. Наверное, один из самых интересных боев лично для меня. Никого не хочу обидеть в этой весовой, просто потому что дебютные бои парней были, ну, очень классными, очень крутыми. Они показали, что они умеют работать абсолютно в разных стилях. Это и был нокаут у Андрея в корпус, и просто неимоверная выдержка, и прекрасные нокдауны от Жени Светличного. Ребята, расскажите, как вы готовились к этому бою? У вас будет такой большой турнир, вы всего второй раз будете драться у нас. Есть ли какой-то мандраж, и как вы настраивались на друг друга? Потому что перед этим вы выбили 2 членов одной команды, и теперь как бы судьба и турнирная таблица свела вас друг против друга. Давайте начнем з Андрія. А що з мене? Та що, я готувався, зараз в мене був підхід, який, типу, я раніше тренувався сам, тобто як сам треную, тобто я собі ходив, там, то боровся, там, то якусь грушу побив, то друзів попросив, з ними поспарингував. На цей вже турнір я пішов іншим шляхом. У мене друзі знайшли мені тренера, це йде майстер спорту міжнародного класу по боксу. Хороший тренер, тобто в мене зараз є хороші спаринг-партнери. Я думаю, що буде дуже чудовий бій, буде багато крові. Як кажуть, хто не падав, хто і не вставав. Тобто я сподіваюся, що у нас буде і багато падінь в бою, і багато ми раз будемо підніматися. Тобто про Женю що сказати? Женя так само, це мого близького друга, так само друзі, і Женя в їхньому там колективі, скажімо так. Та я думаю, що в нас такого там, як сваритися з ними не будемо, а іменно покажемо дуже хороший бой, і іменно просто у нас тут спорт. Все, дякую. Да, собственно, всем привет. Всех рад видеть. Спасибо, что пришли. Спасибо за вопрос. Подготовка прошла очень хорошо и проходит по сей день. Я очень серьезно готовлюсь. Махач открыл во мне второе дыхание как спортсмена. И я горю этим. Я прям очень горю. И хочу показать еще выше уровень, чем был. И думаю, Андрей, мы с Андреем очень круто разделим мешкогон и покажем один из лучших боев этого вечера, а то и лучше. Спасибо. Все на уважении. И еще вопрос к Сереже Радченко. Сережа, ты вылетел из этого гран-при, да, казалось бы, проиграл бой Ладо, был у вас очень такой плотный бой, близкий, но ты как бы вылетел, да, однако судьба дала тебе второй шанс вернуться сюда и все-таки показать, что то была какая-то глупая ошибка, недоготовленность. Какие выводы ты сделал, как ты настраиваешься на своего будущего соперника и какие у тебя планы на это гран-при? Ну, все вы увидите в мешкогоне, как говорится, да? Секреты свои имеются. По поводу проигрыша Ладо, да, это мое упущение, это моя расслабленность, это моя несерьезность, несерьезно подошел к бою. Оцениваю своего теперешнего противника очень серьезно, подхожу со всех сторон, смотрю, это Инстаграм, это снова Инстаграм, битва, вот это вот подглядывание. Все будет вообще на самом высшем уровне. То, что я могу показать, то, что я умею, и к чему я шел, и иду.
конечно же, я тренируюсь. Спасибо большое. Спасибо, ребят. Вам удачи. У меня вопрос к сопернику Симбы. Симба техничный боец, я видел его один бой. Он очень хороший на ногах, на руках, базовый, я так понимаю, боксер, да? Да. Какие у тебя планы вообще на бой? Как ты планируешь? Ну, подготовка у меня физически очень хорошая, морально тоже подготовлен. Так как соперника я узнал сегодня. У меня еще есть 2 недели, неделя просмотреть, еще Инстаграм его, подготовиться к нему. Закрывай аккаунт. То есть ты его бои еще не видел, да? И, ну, подготовлюсь, ну, так хоть рост данные его физические, то есть я вижу уже и так. Буду готовиться, подготовиться. Спасибо, удачи, ребят. Да, у нас сегодня тут интересный есть парняга Илюха. Вот. Он в прошлый раз у нас случается, оказывается, разные казусы. И он прям в зале Фридома залетел в Межкогон, да, и там вызвались его поддержать уважаемые люди, там Анатолий Шпанарский, Вячеслав Лазенко. Вот. И после этого там был такой равный бой, и психологическое состояние после этого оказалось не самое устойчивое. Вот. Обидно проиграл. Как ты сейчас готовился, как тренировался, как вообще психологическое твое состояние, как физическая подготовка? Вообще настроен дальше идти до упора или опять вот так вот думать, может пора заканчивать, а может не пора, или топим уже до талого? Спасибо за вопрос. Прошлый бой, мой соперник, вообще ему красава, уважуха, оказался сильнее, он готовился. Я просто хочу, не отмазка, ничего, я проиграл. Но просто до этого неделю я болел гнойной ангиной, лежал дома с температурой. После я в субботу выхожу на ночную смену на работу. И еду с утра зрителям смотреть Махач. Приехал, слышу, Андрюха говорит, типа, кто готов выйти на замену? Молчу, думаю, бля, куда мне выходить? Молчу, жду, вроде людей много, думаю, может кто-нибудь выйдет. Все, никто ничего не это. И тут Андрюха говорит, ну, теперь я вижу, типа, какие тут бойцы. И, короче, меня это задело. Я думаю, ну, была не была. Короче, выскочу. Вышел, через 20 минут мы уже дрались. Ну, красава соперник, что я могу сказать? Уважение ему. И будем идти дальше. Настрой у меня нормальный. Ну, в этот раз 3 подходика, отжиманий, 3 раунда бассейну. Я готов. Спасибо. Дополнить можно? Илюх, мне кажется, что тебе не надо даже оправдываться за твой бой, который проходил 20 числа. Ты молодец вообще, все эту ситуацию знают, и все насчет этого тебя поддерживают. Давайте аплодируем. Но на данный момент, скажи, пожалуйста, ты только узнал, что у тебя будет оппонент Манукян? Не, я знал еще месяц. Знал уже, да? Ты к нему готовился, потому что ты знаешь, что это очень сильный ударник. Ну, очень сильный. Ну, как бы не то, что к нему готовился, просто готовился. Ну, мне... Я то думаю, есть нормально к нему не было подготовки? Не. Я ходил и так раньше. И так ходил раньше. Не, ну ты молодец, красавчик. Мы твои бои все знаем, помним, видели. Поэтому желаем хорошего боя. Спасибо. И самое главное, чтобы не было травм, ребят. Спасибо большое. Всем Махач. Всех приветствую, ребят. Хочу задать вопрос Березняку Артему. Какой у тебя настрой на бой? Что у тебя по подготовке? Что поменялось после последнего боя? Функционалку исправил, конечно. Вот. Техника у меня хорошая, скорость у меня хорошая. Настрой на бой, ну, досрочно, понятно, все хотят закончить. Думаю, досрочно все закончу. А по подготовке еще добавили то, что тогда, получается, у нас, по сути-то, не... Ты же сам помнишь, как мы, ну, то есть, как я начал, все, мне одобрили бой. 2 недели осталось, и неделя подготовки, вылетает спина, неделя, ну, грубо говоря, и все, я выскочил, грубо говоря. А сейчас бомбили 3 месяца, прям хорошо тренировались. Красиво закончить бой хочу. Чего тебе не хватило? С Пашкой? Да. О, блин, я что-то когда Махач смотрел с самого начала, когда начал Махач смотрел, думал, да ну его на Пашку попасть, все, никогда в жизни, я не хочу это все, это Паша, не, он звезда. Это 2 сезона тогда на Ютубе вышло. А потом на взвешивание приезжаю, а мне не дадут, ну, то есть я же не знаю, с кем я буду драться, и все такое, что-то стою на весах, вес пока сделал. Оборачиваюсь, Пашка такой сидит, думаю, о, привет, Паш, такой, face-to-face. Я такой, да с Пашей не шутят. Когда face-to-face с Пашей, думаю, ну все, короче, Тёма влетел. Ну, может, ну что-то как.
У меня самому потом уже интерес было. Было интересно уже действительно с ним подраться. То есть, какой он на самом деле. То есть, на экране он один, а вживую какой он. Ну, не получилось. Но, думаю, достойный бой дал ему. Чего еще не хватило? Ну, функционалки не хватило мне больше, мне кажется. Так, а какой настрой на бой? Досрочно. Понял. Спасибо. Всем привет, у меня вопрос вот к парню из Польши. Я тоже, как и ты, дрался в Польше, правда, не по боксу, а по ММА, по любительскому, на турнирах Альма. Я думаю, ты знаешь, если ты там и живешь, и дерешься. У меня такой вопрос, почему именно Махач? Ведь в Польше тоже есть кулачная лига под названием Гродно. Ну, не знаю, Махача тоже так. С детства на улице дрался там тоже очень долго. И вот был в Польше тоже, в Польше хорошо было, неделю назад провел бой, выиграл. И вот узнал за этот Махач, созвонился с Назаром, списался. И я захотел приехать, вот, не знаю, у меня какое-то чувство, что это мое. Хочу попробовать. Я понял, спасибо большое. Андрей, вопрос к тебе. Вот я заметил за эти 5 сезонов, после там, ну много ты реально раздаешь бонусы. Ну это наоборот Я классно. тебе скажу честно, не по секрету, а так между нами, процентов, вот, не соврут ребята, процентов, наверное, 70 бойцов, он сидит, Марвин, он всегда почему-то на гонорарах присутствует, опять же, я не понимаю почему, но он это все видит, может подтвердить. Илюх, спасибо, что вышел в Freedom Hall со мной. Это многого стоит, потому что в тот день я мог пропустить бой из-за Геры. Также вопрос к тебе. Каким самым большим преимуществом считаешь в своем бою? Еще раз? Свое преимущество в бою. Одно из самых главных. Я знаю, какая у тебя правая ручка. Блин, я даже не знаю, честно. Это надо со стороны видеть. Я считаю, я вообще не знаю, какое у меня преимущество. Ну, такое, выхожу, есть план какой-то, бац, и все, нету плана, и все, я пошел туда. Давай, братан, я в тебя верю. Такое. Спасибо тебе тоже большое. Так, друзья, раз вопросов нет, давайте стердаун. Итак, начинаем. Светличный Евгений, Хохлов Андрей. Попрошу ребят здесь становиться. Есть, спасибо. Блин, это будет жирный бой, просто жирный. Молодцы, спасибо. Спасибо, Андрюша. Казакевич Олег, Олейник Назар. Мейнкарт. Симбаба Игорь, Дубовенко Назар. Сейчас посмотрим, ты же выше намного, да? По-любому. Есть. Спасибо. Кондратюк Владислав, Березнюк Артем. На базу. Есть, спасибо. Тёмочка, спасибо. Самсоненко Вячеслав, Сидорчук Александр. Есть, спасибо. Спасибо, Саша. Спасибо. Так. Итак, друзья, спасибо. Это была часть конференции, посвященная Гран-при в легкой весовой категории. Ждем боев. Давайте поддержим еще раз бойцов. Увидимся 24 июля в Палаце спорта. Подписываемся, лайк, колокольчик, комментарий. Итак, друзья, наш завершающий блок пресс-конференции. 1/8 Гран-при средний вес. Победитель
в этой весовой категории получит новую Toyota Camry. Давайте начинать, друзья, и поприветствуем первую пару бойцов. Известный вам уже боец, один из самых возрастных бойцов Махача, базовый боксер. И встречаем Шопен Евгений по прозвищу Композитор. В прошлом поединке нокаутировал ражного Ярослава Семкина, который был на десяточку, да, тяжелее. Яркий бой закатил, очень техничный боец. Разделять мешкогон с Женей в этом поединке будет уже известный вам боец Широков Алексей. Леха также базовый боксер. Думаю, будет интересная заруба у ребят. Так, наша следующая пара. Буквально сегодня утром Ярыш Рома написал, что рука у него так и не зажила. Трещина, к сожалению, в руке. Поэтому будем экстренно искать замену. Встретится он с мастером спорта по боксу, одним из самых высоких спортсменов Махача. И поприветствуем Даньшин Ярослав. Будем искать оппонента Ярославу. Это будет рейтинговый бой, вне зависимости от результата которого Ярослав все равно проходит далее в Гран-при. Итак, любимчик публики и самый красивый боец Махача. И поприветствуем Гребенюк Данил по прозвищу Красавчик. Опять же, у Даника будет рейтинговый поединок, потому что Сидор Александр по прозвищу Скат, который закатил самый кровавый бой за всю историю Махача с Зоханом Тихоном, выбывает из-за травм. Будет рейтинговый поединок с Забориным Леонидом, который дрался против нашего титулованного Дмитрия Булгакова. Но, к сожалению, сегодня Леня к нам приехать не сможет. Итак, следующая пара бойцов. Человек-рэпчик, всем бокс, братва. И поприветствуем Виталий Коваленко. Также у Виталика, к сожалению, сегодня оппонент не смог приехать. Это будет дебютант нашей организации Лактин Владимир, мастер спорта по кикбоксингу и КМС по боксу. Увидим, будет хороший бой, думаю. К сожалению, сегодня оппонент не приехал. Следующая пара бойцов. Поприветствуем один из самых ярких по своей физиологии в этой весовой категории бойцов. Чехутин Эдуард по прозвищу Псих. Также оппонент Разумович Игорь сегодня добраться к нам не смог, поэтому продолжаем дальше. Следующая пара. Один из самых добрых бойцов Махача и человек, который своим духом показал, что можно не иметь базу единоборства, прийти просто с улицы и на характере нормально раздавать лещей, так сказать. Поприветствуем Карась Андрей по прозвищу Добряк. Человек весогонка, также один из самых высоких бойцов Махача. И поприветствуем Теплюк Вадим по прозвищу Баскетболист. Встретиться в рамках Гран-при с Андреем. Боец, у которого контракт с Махачем, представитель города Житомир и команды Жени Моряка. И встречаем Пастушенко Владислав по прозвищу Бесстрашный. Должен сразиться с Александром Ткаченко. Этот бой будет, но, к сожалению, Саша к нам сегодня не смог с Одессы приехать, поэтому продолжаем дальше. Наверное, один из самых таких ярких поединков в Гран-при, который вы увидите 24 числа. И поприветствуем первого бойца, также боец Лиги Махач, Лановенко Иван по прозвищу Воин. Ваня встретится против
самого заряженного бойца, на мое мнение, нашей организации. И встречаем Кукарин Владислав по прозвищу Скандинавский. К нам сегодня приехал наш мастер йода Дмитрий Булгаков Алексеевич. Давайте его поприветствуем и тоже пригласим. Нам будет о чем поговорить. Итак, друзья, мы готовы начинать. Ваши вопросы. В мейнкарде нас ждет бой между Ваней Лановенко и Владом Кукариным, который будет транслироваться на Мегаго и не только, как мы надеемся, и его увидит весь мир, да, и уже не в Ютубе, а вот онлайн. И вопрос такой, ребят, на вас действительно лежит огромный груз ответственности, и, ну, все хотят вас увидеть, все хотят... ну, вы будете представлять Махач, вы два бойца, тем более у которых есть контракты, и как вы себя чувствуете, насколько у вас вырос уровень ожидания этого боя, уровень переживаний, когда вы узнали, что вы в мейнкарде и еще будете онлайн на множестве площадок? Давайте первый ответит, давайте начнем с Влада. Я скажу так, для меня это не новшество. Драться на голых кулаках в моем городке это в порядке вещей. И делали мы много чего. И поэтому я ворвался сюда, да, и буквально эта площадка изменила всю мою жизнь. Да, повернула на 360, я скажу так, потому что у меня абсолютно другие планы были на жизнь. И как бы сейчас я нахожусь в Киеве, я счастлив, чем я занимаюсь, я дерусь, я кайфую, я боец. И это самое главное, что позволяет мне мотивировать себя, и не только. То есть мой народ, маленький город Павлоград, за который я, собственно, здесь топлю и буду топить, потому что таких ребят у нас очень много. И дай бог, я в будущем сделаю свою секцию там и открою, и покажу, что действительно есть такие заряженные ребята. Не только я, а и маленькая целая армия. Спасибо, достойно. Ваня, послушаем тебя. Ну, я могу сказать то, что я еще полгода назад вообще не представлял, как будет идти дальше моя жизнь. А сейчас я понимаю, что такое событие, это как-то нереально даже. Когда подойдет момент, я думаю, что я буду готов. Ну и буду делать то, что нужно. Да, добавлю еще секундочку. Так как я смотрел бои Вани, я уважаю его как человека, как бойца аналогично. Я скажу так, что с учетом наших стилей ведения боя вы посмотрите реально заряженный бой. На мое мнение, этот бой не дойдет до решения судей, на мое мнение, но это будет ярко. Кто-то, я думаю, упадет, но мы покажем вам реально рубку, которую вы заслуживаете. Спасибо большое. Я с тобой согласен. Да, брат. Поражений, кстати, ни Вани, ни у Влада нет. Так что это будет первое поражение у кого-то из ребят. Сразу что заметилось при выходе бойцов, когда ты оглашал пары, это пара добряка и баскетболиста, пацаны. Огромная разница в антропометрии, в росте. У меня вопрос к добряку. Ты наверняка знал, кто будет твой соперник, и ты уже как-то готовил какую-то тактику к нему. Поделись какими-то своими наблюдениями, наработками, как ты вообще с этим высоченным бойцом собираешься справляться? Ну, 24-го побачите, як я буду з ним справлятися. Ну, думаю, пару букарів, якщо залетить, то буде нормально. Залетит. Главное достать. И аналогичный вопрос как раз тогда к баскетболисту. У тебя есть преимущество там, в длине рук, в твоем росте? Может, какие-то есть еще Нет, фишки? все будет достаточно стандартно. Это работа на дистанции. Я не буду с ним размениваться в ударах, потому что прошлый мой бой показал, что когда я дрался с Колотом, я пару раз с ним пошел в размен, и я понял, что каждый удар — это по-любому, нокаут. Поэтому я буду работать осторожно на дистанции, так, как должно быть. Давайте уточним ситуацию касательно поединка Дмитрия Булгакова. Дмитрий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, как прошлый поединок прошел и почему, к сожалению, из-за травмы сейчас надо взять паузу небольшую? Прошлый поединок, поскольку он был рейтинговый, не имел никакого значения, но надо было подраться. В первом раунде пропустил шальной удар, и он очень получился травматичным. У меня сломалась скула,
скуловая дуга и еще орбитальная кость чуть-чуть надломалась. Ну, я бой все равно добоксировал, выиграл. Сразу прошу прощения у зрителей. Я приехал сюда, прежде всего, именно за счет YouTube аудитории нашей, потому что мне все говорят, посмотри, как на тебя откликнулась именно YouTube аудитория. Мне очень приятно слышать и читать комментарии, как хвалят, как оценивают меня, что это не мои знакомые, там, друзья, а именно оценивают меня как мастера своего дела. Это очень приятно, это очень мотивирует. И я сюда приехал именно сказать слова благодарности, потому что все, что мы делаем, потому что это интересно зрителю прежде всего. Если мы не были бы интересны, то кулачные бои бы были у нас только возле пивнухи. Спасибо им за это. Извиняюсь, что бой немного скомканный был. На это есть ряд причин. Первое, небольшое отсутствие мотивации, что бой был все-таки рейтинговый и не имел значения. Второе, больной боксировал. И когда получил травму в первом раунде, это было очень серьезно. Я почувствовал это, что лицо онемело и очень сильно болело. Сниматься я не привык, дерусь до конца. И поэтому я начал осторожничать очень сильно. И второй, третий раунд, я, так сказать, еще сложно боксировать с соперником, когда он с тобой не дерется, нарезает круги и пытается просто огрызнуться. Но, тем не менее, это вот так получилось. Поэтому то, что я не приму участие, мне нужно теперь восстановление довольно долгое. Мне прошла операция, и восстановление около 2-3 месяцев. Поэтому я, к сожалению, не смогу принять участие 24 числа. Смотрите, мы со своей стороны, Дима, один из самых талантливых бойцов Махача, если не самый талантливый, гарантируем то, что если какой-то из бойцов в рамках Гран-при вылетит, мы возьмем Дмитрия Алексеевича Булгакова, поставим на замену, потому что такие бойцы, мне кажется, как никто, этого заслуживают. Как вы думаете, друзья? А хочется в ответ услышать комментарии Виталика. Он так ждал этого тоже боя. Вот. И всегда обидно, когда по такой нелепой случайности соперник не может принять участие. Скажи вообще, как ты оказался в углу оппонента Дмитрия? Это было целенаправленно? Значит, в тот день ко мне подошел Саша за несколько пар до поединка Димы с Леней. И спросил, не хочу ли я посекундировать Леониду. Кто такой Леонид, я не знал. Я поднялся к нему в раздевалку, познакомился с ним. Мы договорились, он спустится вниз, я его встречу, и мы с ним выйдем на поединок. Леня оказался характерным пацаном очень, то есть он не испугался, он вышел на замену в самый последний момент, он уступал своему сопернику однозначно в мастерстве, в опыте, в габаритах, самое основное. Я не помню, сколько Леня завесил, но Дима завесил 88 в тот день. То есть там разница килограммов 5 минимум была. Первый раунд Леонид не слушал меня, что нужно делать. После первого раунда я до него донес мысли, как нужно боксировать. И, в принципе, мы увидели результат, что он свел бой по очкам и огрызался, двигался, не давал по себе попадать, показал, как надо работать с Димой, как быть неудобным для него. В принципе, я свою роль как секунданта выполнил на 100%, считаю, и доволен тем, как сложился поединок для Леонида. То, что Дима получил травму, никакого злорадства с моей стороны нет. Наоборот, плохо, что мы не так бы засветились, как бы хорошо побоксировали. Был бы крутой бой 24 июля, и это был бы поединок стилей двух технарей чувствительных, которые тянут на себя. Была бы такая шахматная партия, был бы очень интересный с тактической и стратегической стороны поединок. И техническая еще. И техническая, да. Вот. Я хочу сказать, что у меня была аналогичная ситуация с Димой 1 в 1. Точно так же у меня соперник вышел на замену в самый последний момент. Точно так же он был неудобен технически, то есть точно так же была проблема с мотивацией, была травма. Ну, то есть у нас была аналогичная ситуация. Просто один получил травму, другой нет. Вот и все. Ну, у тебя будет рейтинговый бой. Да, у меня будет рейтинговый поединок. Я знаю, что пацан будет в рамках Гран-при далее, но из-за отсутствия оппонента у него, опять же, по-честному, чтобы ребята не простаивали, будет рейтинговый поединок с хорошим дебютантом.
Не факт, потому что весовая. Ты 75? Я 75. Ну, ты слышал, сколько Дима весит? Ну, в тот день, когда Дима весил 88, я весил свои 75. Поэтому... Возможно, потом, если вот сойдутся звезды и бойцы в рамках захотят Гран-при, все-таки этот если бой, все так сойдется. да, или, возможно, в рамках Гран-при Дима возвращается, Виталик побеждает, проходит дальше. Возможно, они сойдутся, возможно, увидим. У меня вопрос к Владиславу Бесстрашному. Влад, ты вот такая вот экстраординарная, интересная личность. Расскажи нам немножко о своем прошлом до Махача и после. И как изменилась твоя жизнь после Махача и в какую сторону? Спасибо за вопрос. Спасибо, что вы все пришли. Ну, жизнь у меня была такая непростая. Я вообще в спорте не был до Махача. Я занимался чуть другими делами, с другими людьми, за которые нес ответственность. Ну и сейчас она у меня есть. А Махач изменил именно мою жизнь. Я стал дисциплинирован. Я начал полностью с головой погрузился в спорт. Мне это интересно, я хочу расти. Я с Житомира переехал сейчас в Киев. Сейчас меня начал тренировать мастер своего дела Станислав Скороход. Будет у меня все получаться, я буду расти. И я настроен дойти тоже до финала. Не надо меня там списывать как уличного бойца, что я просто рублюсь и все. Будет уже появляться техника, мышление, тактика на бой. Будет все хорошо. Спасибо за ответ. Вопрос к Данчину. Скажи, пожалуйста, ты вот в этот раз тоже будешь такой милосердный, как в прошлом бою? Кстати, респект человеку. Он явно переигрывал вот только одним джебом и не стал добивать своего оппонента. Вот тут респект. Да, я просто, во-первых, всем привет. Я Олега просто давно знаю, я с ним тренировался в одном клубе бокса «Казак». И, как бы он старше меня, и я не хотел ему наносить какой-то вред там, здоровью или еще чего-то. Но если я уже вывозил вот так вот технически, то, думаю, прибивать там не было смысла, в общем. Вот, бойцы, вот это называется рациональность. И хочется задать вопрос по поводу прошлого турнира сразу двум бойцам, которые впервые побывали у нас на полу в том турнире, однако все равно выиграли свои бои и прошли дальше. Первый из них — это Леша Широков. Леша, давайте его поприветствуем, да? Леха, расскажи, пожалуйста, как так произошло и каково оно побывать первый раз на полу, и какие выводы ты сделал из этого боя? Потому что тот нокдаун, я думаю, во-первых, он немножко тебя взбодрил, а во-вторых, и показал, что есть какие-то там технические моменты, и даже соперник, который мало двигался, смог найти к тебе ключ какой-то. То есть не будет ли для Жени Шопена это показательным моментом? Спасибо за вопрос. Ребята, если бы я знал, как это произошло, я бы, конечно, рассказал. Неожиданный удар, я его не видел, пробивал свою комбинацию, вроде попадал даже, но была разница в весе, и соперник, когда попал мне, я уже немного придремал. В принципе, выводы какие? Сделать бой внимательным, себя сделать внимательным, а по поводу показательного момента, пусть попробует, повторит. Спасибо. И второй человек, который побывал примерно в такой же ситуации, тоже в первом раунде, упал впервые на пол, это Даня Гребенюк. Даня, расскажи, пожалуйста, это была просто невнимательность или все же ты можешь отметить своего соперника Савченко Владислава? Спасибо еще раз за вопрос. Понимаешь, я смотрел его бой вышел на YouTube незадолго до нашего боя, и я видел, что он кидает хороший левый сайд-степ или левый навстречу, то есть он у него был, я это понимал. Я понимал, что у меня правая вроде на месте, но типа не приклеена. Я знал, что нельзя расслабляться, несмотря на то, что мне только ленивый не сказал, что я, скорее всего, очень вероятно выиграю, с учетом того, что у нас была большая разница в весе. Но, тем не менее, случилось, как случилось. То есть я нервничал насчет того, что я расслаблен вот перед этим боем. В итоге, когда выходил на ринг, еще больше расслабился, потому что услышал реакцию с зала по поводу веселого выхода. И, в общем, как-то совсем, знаешь, вольготно себя почувствовал. На первых же секундах сел, и слава богу, что это тот удар, после которого ты, знаешь, сел-встал.
и подсобрался. Ну и, как ты видел, в принципе, довольно быстро все это пришло туда, куда должно было прийти. Поэтому впредь мне кажется, такие штуки только учат тебя собранности и тому, что никогда ни при каких обстоятельствах нельзя расслабляться, и все-таки правую стоит приклеить. Ну, ты сделал, да, выводы из этого боя? Я думаю, следующий покажет. Да, давайте поблагодарим за такой ответ. И также хочется задать вопрос Эдику, который сидит тихенько, пока ждет своего времени. Эдуард, ты дрался в прошлом бою с Вовой Пижоном. Ну, будем откровенны, Вова не является каким-то ярким нокаутером, он является ярким персонажем, хорошим бойцом, однако, ну, не ярким нокаутером, скажем откровенно. Твоим следующим соперником будет Разумович Игорь, который не провел еще и 2 минут нашей организации, при этом подравшись 2 боя и отправив дважды своих соперников в нокауты на первых там 30 секундах. Как ты считаешь, какие твои шансы в этом бою и как ты готовишься против такого действительно крепкого и нокаутирующего спортсмена? Тут я бы сказал, такой вопрос неоднозначный, поскольку каждый боец, он же выходит побеждать. И я не сказал бы, что он сильный боец, поскольку, может, он не попадал на своего уровня бойца. Но и не сказал бы, что он и плохой боец, знаете, вот. Но такое сказать по поводу еще Пижона, что очень сильно осторожничал с ним, поскольку не хотел и проиграть, потому что, можно сказать, грубо сказать, зачмирили бы, да. И победил, и не такой сильный и взлет. И сильно осторожничал, и при этом его борьба навязалась мне, поскольку я сам базовый борец, самбист, И у меня с ним пошла такая вязкая, более борцовская техника, так. Но потом начал заниматься армрестлингом. Я после и стал и чемпионом области Одесской, и выиграл битву титанов. И руки у меня заряженные, пушки до сих пор заряженные, просто их надо чуть отточить, подправить нормально. Нашел тренера хорошего, который со мной занимается. И, конечно, я надеюсь на победу, на все самое лучшее. Спасибо за такой ответ. И хочется еще задать вопрос абсолютно каждому бойцу, потому что, как мы знаем, что расстояние между нашими турнирами оказалось совсем небольшим. И как мы видим, что многие из вас действительно провели очень тяжелые бои, и побывали и в нокдаунах, и получили травмы. И мы видим на примере Дмитрия Булгакова о том, что, возможно, этот перерыв действительно был мал. Как вы оцените свою подготовку в процентном соотношении сейчас на этот турнир? Готовы ли вы все на 100% или есть какие-то вещи, которые не успели восстановиться? Может быть, есть какие-то моменты? Конечно, я думаю, что вы не хотите признаваться, но все же, может быть, вы можете оценить действительно, какая у вас подготовка на данный турнир 24 число, так как этот турнир будет знаковым и очень важным для организации «Махач». Хотелось бы услышать каждого мнения по этому поводу. Кто готов? Влад, Саш, давай я возьму инициативу тогда. Да. Дело в том, что я максимальный красавчик в том плане, что я ни разу не травмировался ни за один бой, поэтому мне сложно судить насчет процентного соотношения. А в целом, мне кажется, я думаю, все ребята согласятся с тем, что от боя к бою ты растешь, тем более, что организация делает для этого абсолютно все, включая сборы, включая возможность тренироваться в топовом зале, спарринговать с боксерами-профиками под руководством Сенченко и т.д. и т.п. И поэтому всегда на 100%, и каждый раз эти 100% это больше с каждым боем. Как-то так. Есть еще кому что добавить? Я могу сказать от себя, да, можно? Вышу, если сегодня. Я всегда в хорошей физической форме. Наверное, ты в очень хорошей физической форме. Спасибо большое, ты тоже. Меня это не радует вообще, не радует. Сейчас-то можешь порадоваться. Пока, да. Я могу сказать, что 60% характера, все остальное 40%. Это, как говорил Шпанарский, самое главное здесь,
60% победы уже здесь, а все остальное физика 40%. И поэтому мы всегда готовы, в первую очередь психологически. Мы знаем, куда мы идем, мы деремся, мы знаем, чем это может как бы сопутствовать, да, какие травмы. Поэтому мы идем, мы готовы к войне, все. Все готовы, я считаю, что все бойцы, все заряжены, все готовы побеждать. И из-за этого получаются яркие победы. А кто не готов, тот просто не должен быть в Махаче. Вот кто не готов, тот говорит после боя, что он не готовился. Да. Хотя я говорил. Да. Я не готовился. Есть кому-то еще что добавить? Ну и как бы независимости от результата, все равно все продолжают дальше тренироваться, драться, показывать свое лучшее, что в нем есть. Спасибо. Спасибо, ребят. Всем привет. Меня зовут Владимир Коляда. Для тех, кто не знает, я дрался в 4-м сезоне с Женей Шопеном. Так как он там, я здесь, понятно, кто выиграл, кто проиграл. И так как после боя мы очень сильно сдружились с организацией, хочу сказать спасибо за нового кента. И знаю уже потом, что на второй свой бой ты выходил с травмой колена. И назревает вопрос, как сейчас твое колено и как настрой на бой. Не будет ли это тебе мешать, так как соперник у тебя уже очень серьезный? Да, всем привет. Спасибо за вопрос, спасибо, что пришли. Соперник у меня молодой, сильный, дерзкий, идет без поражения. И же, скажем, опытный, да, в кулачке, уже опытный, с хорошим счетом. Поэтому однозначно серьезное отношение к нему, серьезная подготовка. Чуть больше, чем была там. Как травма, ну, травмы, мы все с травмами. Чувствую себя хорошо, в общем, готов. Все нормально. Спасибо. Всем ассаламу алейкум, всем привет, пацаны. Этот состав вообще бешеный, мощный, пацаны хладнокровные. Всем удачи, главное, без больших травм. Хотел пожелать победу бесстрашному и композитору. Без вопросов, всем удачи, давайте. Можно вопрос? Андрей, у меня вопрос к тебе короткий такой по поводу Гран-при. Ты сказал, что Рома Ярош вылетел, у него там травма. Такой вопрос по поводу Ярослава. Он застывает на этой же стадии или он проходит автоматически дальше? Нет, друзья, смотрите. Если вот оппонент, к сожалению, травмировался, у бойцов идет рейтинговый поединок. Это и в легком весе, и в среднем. Он автоматически все равно проходит в Гран-при дальше. Но чтобы честно было по отношению к бойцам, ему надо сделать бой рейтинговый. В любом случае, даже если он там, не дай бог, проиграет, условно, он все равно в Гран-при дальше идет. Это касательно, опять же, тех же травм. И в прошлый раз вот так же было и у Димы, и у Виталика было. У них были рейтинговые бои. Но просто они дрались тогда вместе со всеми, чтобы не казаться более там подготовленными на мейн-ивент. У меня вопрос к двум парням, которые в этой весовой не внешне, но по весу очень сильно отличаются от других. Это Женя Шопен и Виталий Коваленко. Их вес, если смотреть на предыдущий турнир, 76-75 килограмм. Если смотреть на наш 5-й турнир, который проходил в Freedom Hall, было заметно, что все ребята серьезно готовятся к Гран-при и очень хорошо кушают, потому что разница между 4-м и 5-м сезоном была огромная. Все набирали практически по 5-6 килограмм, и было видно, как они стали больше, уровень их ударов, мощь стала намного больше. Как вот таким парням, как Жене и Виталику, как вам чувствуется среди вот таких вот гигантов уже, потому что в вашей вот весовой есть такие люди, как Дмитрий Булгаков, который 88 килограмм, или там Ярослав, который 89 килограмм был на прошлом турнире. Например, Женя Шопен, да, он победил своего соперника, у них была разница 9 килограмм. Как вам готовиться, как вам драться с ребятами, которые на 10, там, 12 килограмм тяжелее, чем вы? Я пока с такими не дрался еще. Ты еще, да, тебе немножко повезло в этом плане. У меня первый соперник был там в 75 мы дрались, второй соперник в 75 дрались. Но он был тяжелее меня, но там уровень мастерства был разный, поэтому я еще не знаю. Вот но смотри, следующая твоя стадия, 1/4, это ты выходишь на пару... На вот товарища выходит. Да, на Даню Гребенюка ты выходишь. Да, вы уже вдвоем, вы уже знаете, да, соперника друг друга? Да, то есть мы уже встречаемся в 1/4. Как тебе то, что разница в весе больше 10 килограмм? Это не так. Это не так? Я 82 вешу.
Фактически. Фактически 82. Да, плюс Ну, тогда Виталику 7 не килограмм. привыкать, потому что мы с ним пересекались в казачке, уже неоднократно боксировали в парах. Вот, но было это несколько месяцев назад, поэтому сложно что-либо предсказывать, но вопрос был, наверное, к тебе, Виталик. Извини, я перебил. Я думаю, бой покажет. Мы посмотрим конкретно в бою. То есть, естественно, и габариты решают, и масса решает. Это все-таки голые кулаки. Если в перчатках ты можешь попринимать на себя, позащищаться вот здесь, то на кулаках это не сильно работает. Мы уже это понимаем. Посмотрим. Спасибо, Виталик. И Мы бойцы, мы выходим, деремся, вес. Ну да, чувство опасности, оно обостряется, конечно, во время боя. Ну, выходишь и бьешься уже, а там вес какой, 9-10 килограмм уже, это уже отходит. Парни, всем известно, да, что Махач — это такой храм взаимоуважения друг к другу. Вот, а скажите честно, вот так вот, несмотря на то, что, да, все по уважухе, все по респекту, хотелось бы трэш-тока? Хотелось бы вот этого вот замеса, как в UFC, там, ногами пинаться друг с другом, валять, там, через Андрея пробиваться, чтобы Андрей как босс Дана Уайт, да, сдерживал вас. Ну, честно, хочется кому-то вот такого? Чисто даже, знаете, для опыта, для искры, для каких-то кадров красивых? Или все же так и остаемся? Я бы хотел для эмоций кого-то найти, кого вот мне просто аж телипало бы, вот жестко, чтобы я его просто хотел высадить вот прям с проходника, вот только он входит вот сюда, я его вот сюда прям бы назад домой отправил бы. Вот таких бы хотелось персонажей найти, с которыми можно было бы пообщаться и как бы сказать, кто есть кто там, а потом в дальнейшем еще и доказать, соответственно, это в Мешкогоне. То есть и да, безусловно, это было бы интересно, это интересно аудитории, все мы знаем, что все-таки такое привлекает внимание. Но именно не наигранная вот эта движуха, которая, да, там, вы знаете, где происходит, где вот эти там пинки, туда-сюда, нет. Именно где конкретно ты вот просто, сука, ну тебя аж типа вот просто воротит, ты хочешь его просто убить, ну реально. Вот такое хочется, да, я бы хотел бы. Просто мне это добавляет именно азарта, энергии, и, соответственно, я бы хотел бы такого человека найти. Еще вот такой вопрос. Мы знаем, что так как кулачные бои, они очень стали популярными, да, и вот по всему миру они возникают. И очень много, мы знаем, что сейчас лезут и блогеров, и артистов, и кого только не лезет, скажем так. Как ты думаешь, Махач может стать площадкой для вот таких боев, именно блогеров, артистов, или все-таки это вот священный храм именно бойцов и ребят, подготовленных к этому? И хотелось бы тебе это видеть или нет? Ну, на самом деле, вот блогеры ведь есть разные. Например, был там сегодня у нас в гостях Паша Крепче Стали. Он вроде как блогер, но спортивный блогер, и он сам тренер. И там, не буду скрывать, я ему предлагал бой, и, ну, на правах какого-то эксклюзива, но чтобы он сам выбрал, с кем бы интересно было бы сделать. Ну, и он как взрослый человек и спортсмен, в первую очередь, он понимает, что это там не взять какого-то там с улицы, там, не знаю, там пранкера или там еще кого-то. То же самое вот Марвин. Он же должен был драться в хардкоре. То же самое и здесь. У него есть хорошая боксерская база, ему сейчас потренироваться, он может сделать хороший бой. Но вот если прям брать блогеров, ну, вы же сами это не зацените, этот бой на кулаках. Ну, пускай там в ММА они там могут поваляться или еще что-то. Но здесь это, во-первых, даже для их здоровья может быть чуть-чуть опасно. И вряд ли они там сами захотят. Блогеры, которые имеют отношение к спорту, ну, возможно. Но опять же, надо смотреть. Спасибо большое. А вот бой твоей мечты, любой, вот какой бы ты хотел организовать и между кем? Вот даже сейчас замечтаться, если, но мы знаем, что мечты сбываются, поэтому вот какой бой ты хотел бы организовать? Да не знаю даже. Ну, во-первых, я топлю очень за ребят, поэтому я бы хотел, чтобы ребята с топовыми бойцами или других кулачных лиг, или там вообще там с лучшими спортсменами мира подрались, и я не знаю, тогда у меня будет там галочка в сердце, там миссия выполнена, там знаешь, кто-то из этих бойцов там с чемпионом мира там по боксу подерется. Опять же, ну, нужно смотреть, хочется больше, скажем, вот этих ребят довести куда-то туда, чем, ну, как бы и понятно, что мы берем сейчас и звездных бойцов и так дальше, но я понимаю, вот подходил ко мне один парень, не буду называть его имя, в зале сейчас сидит,
в перерыве. И он говорит, ну ты же понимаешь, что среди всех бойцов Махача, кто там вот дерется, по сути, там через несколько лет в топе и будут там себя хорошо чувствовать, и все у них получится, это 20%. И реально мы это понимаем. Да, и сейчас надо делать так, чтобы давать комфортные условия этим ребятам, и чтобы было все хорошо. То же самое, тот же Амосов. Вот вы следили за его поединком. 2 года назад у него вообще другая жизнь была. Но видишь, как все поменялось. Поэтому здесь также может быть. Да, это благородно. Спасибо большое. Вопрос Дмитрию Алексеевичу. Если бы вам прямо сейчас, опять-таки, мы фантазируем сегодня, предложили бы выбор вернуться в Гран-при или же, например, провести шоу-бой с победителем пары Абубакар Сулейманов, Валерий Выгонский, что бы вы выбрали прямо сейчас? Скажу честно, что на душе это Гран-при. Почему? Я настроился на Гран-при, и с Абубакаром, да, или Выгонским, кто там победит, у меня свои там, да, прогнозы, за что мы деремся? Вот интересно бы было. Если бы мы дрались за титул, например, чемпиона Махача в весе 85 килограмм, у нас такая весовая, да, тогда бы, скорее всего, бы согласился. Но этот бой, опять-таки, это серьезный соперник. На него отдельно нужно готовиться. Конечно, не лишнее будет. Понятно, я дерусь здесь не за деньги. Мне после этой травмы у меня... Спасибо всем, кто мне сразу говорил, кто мне помог финансово, прежде всего, из моих друзей, знакомых. Мне все в один голос заявили: Дима, ты уже в возрасте, на тебе не зарастает все, как на собаке, ты уже имя себе сделал, ты уже доказал, что ты воин, ты уже молодец, все, давай заканчивай. Они говорят, если ты так будешь ломаться, нам легче тебе, говорит, скинуться и машину купить, говорит, так дешевле будет. Вот. Ну, соответственно, я бы хотел, конечно, вернуться в Гран-при, потому что я настроился, и это возможность побоксировать с большим количеством людей. А если Абубакар или Выгонский, ну, останутся у нас, или это, ну, так с ними побоксирую обязательно. А потом, если мы фантазируем, давай фантазировать до конца, то все чемпионы, когда у нас определятся в наших весовых, мы вызовем всех чемпионов топ-дога. Потому что я считаю, это тоже такая же, то есть спортивная больше организация. Они не давят на вот это вот грязь, вот это вот шоу, вот это вот помоить друг друга. И тут тоже, да, хочется этого всего. Хочется, чтобы были между людьми вот это вот там хейбати, там я тебе яйцо на лицо, там вот это и прочее. Но давайте будем отличаться от них. Я свою точку высказываю зрения, это моя точка зрения. Давайте будем отличаться, потому что пытаться соревноваться с теми, кто уже там давно вот это вот устраивает грязь и шоу, и перекричать их, вот это вот там делать, ты на него там то скажи, а он на тебя там то скажет, ты его там пугай, он тебя. Я считаю, что не нужно. Если мы давим на спорт, давайте будем до конца вежливы. Если у ребят возникает конфликт, то пусть он будет настоящий. Это тоже хорошо, это тоже. Но этот конфликт должен быть настоящий, и это ярко, и не должны люди писать, что это все постанова и грязь. Спасибо. Давайте, друзья, если нет вопросов, будем завершать. Сделаем стардаун красивый. Начнем Андрей, секундочку, можно? Вот, да, раз мы уже заканчиваем. Я хочу обратиться ко всем бойцам. Я, в принципе, скажу, я просто на композитора нашего смотрю, меня вдохновляет его фамилия. Вот, причем несоответствие полностью с внешностью. Смысл тот же, что я вам говорю в Мешкогоне. Коль миру ты себя являешь и именуешься бойцом, не нарушай Махача правил, чтоб не ударить в грязь лицом. Удачи вам, ребята! Дядя Саша у нас пишет отличные стихи, кстати. Поэтому подписываемся на инстаграм дяди Саши. Итак, начинаем. Шопен Евгений. Широков Алексей. Не надо пока это, не зласти. Есть, спасибо. Так, дальше. Тут все без пары. Давайте, баскетболист и Андрюша Карась.
Витя, это твоя школа. Спасибо, есть. Кукарин Владислав. Лановенко Иван. Будет люто. Есть, да. Красавцы. Друзья, наша конференция окончена. Это были замечательные 4 блока. Спасибо вам большое, что весь день были с нами, за ваши вопросы, за вашу поддержку. Опять же, подписываемся на канал, лайк, колокольчик, комментарии. Всем махач!